Дмитрий Устинович меня зовут, я основатель и директор архитектурного бюро «Территория». Значит, своим делом занимаюсь с 2006 года, это получается, сколько у нас в марте месяце будет 18 лет. Начинал с того, что когда-то привозил просто сюда польские проекты домов. То есть была такая очень острая необходимость в Беларусь завалить хорошими качественными проектами, коих у нас на тот момент не было. Вот, то есть у нас были проектировщики, да, но именно таких красивых с точки зрения архитектуры, грамотно упакованных технических решений, не было. Вот. И как-то пришла в голову такая идея, я на самом деле начинал с дизайна интерьера, тоже мало кто знает, что первый офис онлайнера, допустим, мы делали. Но он тогда не реализовался, потому что они сказали, это очень дорого. Была такая в истории онлайнера временной отрезок. Вот. И потом мы переключились на проектирование. То есть мы делали проекты домов, значит, польские, привозили сюда, переводили, адаптировали. В то время, 2006, 2007, 2008 годы, во-первых, бум строительства был в Беларуси. Как-то так пошло вверх, все начали строить частные дома. Недостаток проектов был достаточно ощутим, и мы своими предложениями просто очень так это выстрелили, как говорится. Это уже наши проекты, это не польские, если что. Вот. И со временем, значит, появилась необходимость адаптации проектов. То есть мы начали развивать наше бюро, то есть у нас появились архитекторы, инженеры, то есть мы начали наращивать мышечную массу. И со временем тоже переключились на строительство. И, собственно говоря, у нас там есть отдел комплектации стройматериалов, там, да, Вадим там где-то сидит сзади, уже не слышит уже. Вот, то есть мы, кроме того, что проектируем дома, мы строим дома, реализуем, мы делаем дизайн интерьера, отделочные работы внутри, снаружи, ландшафтные там и так далее. Все это в рамках одной компании. Вот, это что касается меня. Теперь давайте про вас. У кого уже есть участок, поднимите руки, давайте еще раз. Уже есть, у кого-то еще нету, да? А те, у кого участков нет, вы в поиске сейчас, то есть или оформляете, или ищете? То есть... Я жду аукциона. Аукцион. Ну, где-то уже присмотрели уже? Смолевичка. Смолевический район. Ровный участок? Нет, не ровный. Вот. Первое, с чего хотел начать, при выборе участка. Да? То есть, опять же, вся беседа будет в рамках того, у нас всегда есть такой скрытый вопрос, на чем можно сэкономить при строительстве дома. Да? Поэтому все это будет спускаться всегда в плоскость, на чем можно сэкономить, на чем экономить не получается. Так вот, этап выбора участка – это один из тех этапов, на котором действительно можно сэкономить. Но в будущем. Поясню, то есть, если вы сейчас выбираете участок с неровным ландшафтом, с сильно неровным ландшафтом, будьте готовы к тому, что фундамент ваш, скорее всего, будет дорогим в строительстве. Это вот, кстати, Вячеслав, да? Правильно я помню. Вы там ничего, кстати, не делали у себя, еще так стоит, да? Вот, выезжали, вот, кстати, на участок, смотрели тоже, перепад, и лес рядом с двух сторон, там, да, и крайний участок, и все красиво. Но мы уже 2 года крутимся, и начать не можем, да, потому что понимаем, что реализация этого строительства на этом участке будет недешевым. Это я к чему? На этапе выбора участка, возможно, имеет смысл где-то переплатить, возможно, имеет смысл где-то что-то подождать, выбрать участок с ровным ландшафтом. Это в будущем вам позволит сэкономить на фундаменте. Если у нас участок, условно говоря, неровный, то ни про какие типы фундамента, кроме как ленточный, думать не приходится. То есть мы не можем сделать на неровном участке там, плитный фундамент или свайно-ростверковый. Физически не получается. Либо это будет, опять же, дорого. Если у нас участок ровненький, мы можем сделать геологию, и по результатам геологии сделать там, плитный либо свайно-ростверковый фундамент, мы, собственно, на этом можем и сэкономить. Поэтому, вот если у вас там... А топосъемку вам не разрешают сделать, да, до приобретения участка? Там никакой информации нет у вас? Там, во-первых, участки на этой улице, они все под наклоном. Там вся улица такая? Вся улица, которая разрезана на участки, она под наклоном. Ну вот тоже, кстати, у нас беда. Я считаю, что такие участки, такие застройки, где есть неровный ландшафт, они должны проектироваться в комплексе. Потому что мы вот строили, там, кто за нами следит, на том же Ютубе есть дом Каро в Крылово, там тоже неровный участок, и там все участки неровные. Мы туда пришли строить дом, предложили заказчику сделать подпорную стену. Мы взяли весь участок, обустроили подпорной стеной, выровняли его, и на нас все ходили, пальцем крутили, мол, заказчика на деньги развили. До первого ливня. Когда пошел первый ливень, то есть вся деревня полностью стояла в воде, и только наш заказчик, как жираф, сидел вот на ровненькой площадочке, у него было все сухо. Это я к чему? То есть если неровный ландшафт на нескольких участках,
есть вероятность того, что ваш сосед сделает какую-то подпорную стену, допустим, да, и вся вода просто потом будет на вас уходить. То есть такие вещи надо как минимум с соседями обсуждать и планировать вместе с соседями. То есть если у вас неровный ландшафт, это забегая вперед. То есть подпорную стенку вместе ставим, вместе. Какую-то дренажную трубу вместе делаем, вместе делаем. Потому что если делает кто-то один, соответственно, всем остальным плохо. Ну, получается, что водичка как бы отводится от его участка в какие-то другие моменты. Вот. И еще хороший такой совет. Желательно не покупать участки зимой. У нас был случай, заказчик купил участок зимой, хороший, говорит, участок ровный, замечательный участок. Но пришло время строительства, и выяснилось, что на участке торф. Да, весь участок полностью... Вот когда вы видео снимали, вы показывали, наверное, Да. И, ну, там на самом деле вся деревня такая. Наше государство, конечно же, про это умолчало. Привели заказчика на там, аукцион зимой, скажи, смотри, какой участок. Он там ножкой потопал, ну классно. Все. А весной все это дело растаяло, да, и выяснилось, что торф. И заказчику выторфовка, мы полностью выбирали 15 соток, 1,5 метра торфа выбрали. Полностью выгребли, выкачали всю воду оттуда, откачали. Засыпали туда, я не знаю, машин, по-моему, 120 с песка. Все это дело затрамбовали. Да, на следующий год, когда самосвалы ездили, там привозили песок, там даже следа не оставалось. То есть с 16-тонным катком ездили, там просто возили. Заказчику это вылилось в плюс 15, по-моему, тысяч долларов. Это мы даже фундамент еще не начали делать. Просто вот эта вот выторфовка там и так далее. Поэтому хотя бы, ну, перед покупкой участка, не знаю, там, ну, позвоните нам, спросите, вот эта деревня, какие там могут быть грунты. У нас там есть служба геологов, там позвонили, спросили, Саша, вот там вот делал, что там, песок, хорошо, можно брать. Ну, в Смолевичах там вроде как должно быть все хорошо, и рядышком там, вот. Поэтому при покупке участка имейте в виду, у нас услуга есть, там, у нас в последнее время очень часто заказывают как бы выезд на участок перед покупкой, то есть меня приглашают, я приезжаю на участок и визуально смотрю вот это вот плюсы, а вот это минусы участка, и решайте дальше сами. Я один раз выезжал на участок, там перепад был что-то метров, ну, визуально 6. Зато, говорит, недорого, там, 5 тысяч долларов. Я говорю, а делать с ним что? Ну, картошку сажать, и то не получится, там скатится вся. То есть, отказался в итоге, как бы, да, не купил его, потом благодарил, нашел другой участок. Я к тому, что сейчас участков хороших все меньше и меньше. И очень взвешенно надо принимать решение о том, где какой участок выбирать. Это касается логистики, это касается там, качества грунта, это касается коммуникации там, и так далее. Что ты, Леша, хочешь сказать с глазками? У нас с тобой очень свободно в деревенской. Ты хочешь деревню купить, как с крепостными? Смысл в чем? Да, вот смотрите, почему участки в колодежах стоят дорого? Я вот сколько раз про это говорил, да потому что там песок. Там хочешь бассейн, хочешь подвал, хочешь канализацию, все, что хочешь, можно сделать. Поэтому там дорого. Хотя я жутко не люблю колодища, вот с их логистикой, с этой узенькой дорожкой, как бы, ну, я не понимаю, за что люди цепь. Если грамотно поиграть, как бы с ландшафтом можно частично оставить, это да. Но, тем не менее, 100 тысяч долларов за участок, ну, такое себе. У нас на позапрошлой встрече была история смешная. Накануне встречи был аукцион и купили 2 участка. Один в Колотищах за 95 тысяч долларов, второй в Лесковке за, по-моему, 105 тысяч долларов. Я щеголял этой историей, и спереди сидел молодой человек, меня все время поправлял. Я думал, что за 105 купили в Колотищах, он говорит, не-не-не, в Лесковке. Я раз ошибся, он меня поправил, он 2 поправил, 3 поправил, потом выяснилось, это он купил этот участок за 105. Поэтому он меня все время поправлял. Он ко мне потом пришел, мы проект ему там делали, и ездил я на этот участок, ну классно, ну лес, ну блин, 105 тысяч долларов, я не знаю. Берешь 5 и 15 подсыпаешь. Не, ну просто я понимаю, когда там участок стоит 100 тысяч долларов и дом на нем миллион, ну хорошо. Когда участок стоит 100 тысяч долларов и дом стоит 100 тысяч долларов, по-моему, сомнительная инвестиция. Ну, какой-то перевес неправильный какой-то, да, идет. Вот. Так, ладно, с участками понятно. У меня другой риторический вопрос. Игорь, не подсказывайте, вы сейчас будете знать, наверное. Потому что при строительстве дома самый главный вопрос, зачем вам нужен дом? Вот попробуйте ответить, зачем вам нужен дом? Чтобы жить. Еще какие варианты? Вячеслав, вам дом зачем? Постоянно. Что еще, какие варианты есть? Кайфовать. Туда же. Туда тоже можно. Туда тоже можно. Какие еще есть версии? Во сне жить. Это в кафе Вась, туда же, да? Нет, на самом деле все гораздо прозаичнее. Причин, по которым люди строят дома, всего 2.
И вот я сейчас отвечу, вы поймете почему. Причина первая. Люди решают свои жилищные проблемы. И причина вторая. Люди улучшают свои жилищные условия. Все, других причин не бывает. И все вот эти вот ваши снег, кайфовать, это вот или туда, или туда. Да, вот Вячеслав как бы, Вячеславу не жмет, как бы, да, он стоит участок и стоит. Вот, видимо, он хочет улучшить свои жилищные условия, крутится вокруг. А? Снег копаешь? Ну, физкультура. С физкультурой, да, с физкультурой будете дружить. Все, и когда вы сами себе ответите на этот вопрос, у вас сложится пазл, как действовать дальше. То есть, смотрите, если вы улучшаете, если вы решаете жилищные проблемы, значит, мы можем взять участок подешевле, там, подальше, выбрать домик поменьше, да, то есть обезжирить его там от ненужных помещений там, и так далее, быстренько его построить, заселиться и жить. Все, проблема решена, жилищная. Если мы улучшаем жилищные условия, у нас есть время подумать, выбирать участок, купить участок за 105 тысяч, там, потом еще 2 года на нем ничего не делать, сделать какой-то индивидуальный проект, в проект всовывать всякие там гостевые комнаты, кабинеты, обсерватории, там все что угодно. Вот. Ну и, соответственно, в первом случае у нас бюджет ограничен, скорее всего, да, не до жиру. Во втором случае мы можем растянуть стройку во времени. То есть пускай это будет, вот у нас сейчас есть несколько проектов в работе, сколько там, 600 метров, Ира? Сколько дом у Валерьянова метров? Валерьянова? 600? 500. 500 там, около 500 метров дом, да. И вот ребята вальяжненько тогда себе, там два брата, я так понимаю, они вальяжненько уже там около года, по-моему, или там 2, проектированием только занимаются. Вот. Понятно, что ребятам есть где жить, у них есть куча времени, как бы средств, как бы у них есть желание всем этим заниматься, играться в архитекторов, строителей, в дизайнеров там, и так далее. Вот. И опять же туда же засовываются все эти помещения, то, что я говорил, какие-то там сауна, там прачечная, там полностью весь набор. И причем дом там практически по площади участка расползается, там свободное место только там на парковку там 2 машин остается. Вот. Вот это второй сценарий. И ни в коем случае нельзя перемешивать вот эти сценарии, да, то есть когда мы хотим решить жилищную проблему, но при этом я хочу дом 500 квадратов. Нет, так не работает. Потому что, скорее всего, если вы решаете жилищную проблему, то бюджет у вас ограничен. Ни о каких 500 квадратов не может быть и речи. Да, то есть если у вас идет улучшение жилищных условий, значит у вас, скорее всего, там уже все в порядке, есть квартира, машина, денежные средства, там уже можно играться. Там качеством материалов, размером дома, там, покупать участок с видом там, на озеро, там куда-то еще такие плюшки. Когда начинается перемешивание вот этих двух тезисов, да, тогда начинается вот это все мракобесие. Когда приходят заказчики и говорят, у меня бюджет ограничен, давайте сделаем индивидуальный проект дома. Я говорю, так а готовые чем плохи? Мне вот не подходит. Я говорю, ну давайте выяснять, чего не хватает. Не хватает гостевой комнаты. Я говорю, так зовите гостей. Говорит, в смысле? Ну, гостей зовите, будем проектировать вместе с ними. То есть пускай деньги несут, пускай свои мнения высказывают. Ну, вот, да, это как купить 7-местный там внедорожник, так, зачем? Ну, может быть, с друзьями когда-нибудь на рыбалку поеду. Пусть сбрасывается. Ну, смотрите, тещина комната, да, если мы говорим про бюджетный дом, там, допустим, ну, тот же Граф или Линда, там 3 комнаты, гостиная с кухней. То есть 3 комнаты, это 1 взрослая, 2 детские, в принципе, достаточно. Ну, да, 3 детских, окей. Вот. А когда начинают туда пихать гостевую комнату в какой-то ограниченный даже геометрический размер дома, да, я не понимаю. Это как в мультике старый, помните, там можно шапку сделать, можно, а можно 2, можно, а 3 можно тоже, ну, они все будут маленького размера. И начинают пихать туда, гостевая. Я говорю, а что, гости на диване, ну, в гостиной, ну, не уснут или что? Ну, какая-то несуществующая проблема. Начинают пихать туда эти гостевые, какие-то прачечные, там вот это все. Нелогично. Вот. В другое время, в это же время приходит другой заказчик, да, я понимаю, что там с деньгами проблем нет от слова совсем, как бы, да, и вот он начинает, да, у нас проектирование было, оружейная комната в подвале у кого-то была, да, кинозал, сигарная комната какая-то, винные какие-то там какие-то помещения. Лаборатория, ну пока... А, это ты, Вероника, мне напоминаешь, что это лаборатория. А что они там производили, стесняюсь спросить? Не в Мексику ли проект делали, как бы, да? Вот. Кстати, мы в этом году сделали проект в Португалию первый раз. Архитектурный, правда, как бы, да. Но ребята к нам обратились, кстати, потому что увидели, что мы делаем дома на неровных ландшафтах. И обратился человек, который живет в Германии, строится в Португалии, говорит, о, вы там мне нужны. И мы ему запроектировали там на каком-то жутком перепаде дом с видом куда-то там на водичку на какую-то.
Вот, так что, отвечая на вопрос, зачем вам нужен дом, всего два варианта. Вот сами себе отвечайте, и тогда у вас сложится пазл. Тогда уже и даже на выборе проекта вы будете понимать, да, то есть какие задачи вам надо решать, какие задачи вам решать не надо. То есть вот, кабинет рабочий, то есть будете ли вы там работать или нет, если, условно говоря, у вас рабочий день там, с 9 там, до 18, и ну, нужен ли вам кабинет в доме? По-моему, нет, по-моему, не нужен. Вот. Там же будете понимать, если бюджет ограничен, нужна ли огромная терраса. Все прям визжат, хотят эти огромные террасы. У меня в доме терраса, сколько она? 15 на 3,5, ну что-то метров 30 террас, на 2,5. Вот эта дверь, которая на террасу выходит у меня, я ее не открывал уже лет, я не знаю, 8, может. Ну я не выхожу на террасу, ну вот через гостиную. Нет такой необходимости. У меня там на случай отдыха есть отдельный там садовый домик, условно говоря, и там все пати происходят. Вот. И когда ко мне приходит заказчик, говорит, хочу террасу и накрытой крышей. Ну, не знаю. Вот. Сомнительное решение. Вот. Поэтому, выбирая проект, уже здесь можно потихонечку что-то сэкономить, ну, поигравшись с площадями. Тоже вот очень часто спрашивают, на чем можно сэкономить, выбирая проект. Стоимость строительства дома всегда прямо пропорциональна количеству квадратных метров. То есть количество, площадь остекления, да, имеет значение, но не принципиальное. Да, то есть когда у вас дом площадью 500 метров, там уже по барабану какая площадь остекления, там все будет дорого. И фундамент, и крыша, и стены, и перекрытие там, и так далее. Вот, когда у вас домик там 80-100 квадратов, в принципе, там уже разница в материалах, и даже в каких-то этапах она может быть более ощутима. Здравствуйте, заходите. Там есть стульчик, найдем еще, или там уже все разобрали? Вот. При строительстве дома 500 квадратов там разница на стоимости фундамента может быть неощутимой, ну, потому что там все дорого. При строительстве дома 100 метров или 80, разница между фундаментами там, даже в $5000, она очень вполне себе может быть ощутима и заметна. Вот. Поэтому, выбирая проект дома, смотрите по помещениям, что вам действительно есть остро необходимо, от чего вы можете отказаться. Потому что растягивать строительство там, на 5-10 лет, ну, тоже такая себе история на самом деле. У меня сосед купил дом, участок с домом в процессе строительства. На этапе стоял первый этаж, перекрытие было 2 фронтона. Площадь с первого этажа была 150 квадратных метров. И я ему говорю, слушай, давай, говорю, снесем фронтон и сделаем себе одноэтажный дом, будет хороший одноэтажный дом. Нет, хочу двухэтажный. Вот он сделал дом, суммарно 300 метров. И сколько он там живет? Он там живет уже лет 7, а ремонт еще не закончился. И у человека там нет полноценной кухни. Да, у нее нет полноценной гостиной, там, чтобы телевизор висел, диван стоял, там все в пленках. Здесь плитка, здесь ламинат, здесь паркет. Ну, ему тяжело, как бы, да, то есть это я без сарказма, как бы, я понимаю, бывают разные обстоятельства. Вот. И так получилось, что он в этом доме вообще один остался. Вот. Ну, вот. Ну, он надеялся, что он с супругой туда переедет, она будет убирать. Она решила иначе. Вот. И поэтому он там, да, она подумала, ну, нафиг, как бы, да, и решила не ехать. Есть, кстати, есть. Есть там тещина комната, но это не спасает, как видите. Я к тому, что вот эти все ненужные помещения, ну, лучше повыбрасывать, если бюджет ограничен, правда. Лучше взять маленький компактный дом, гостиная, кухня, 3 спальни, да, это одна для родителей, 2 детские, допустим, да, это вот семья 4 человека вполне себе может комфортно проживать. Все, больше не надо. Прачечную, в топочную нормально стоит стиральная машинка. Ну, по нормам нельзя, ну, нормально там стоит, поверьте. Сушильная машина туда же, морозильник туда же дополнительно тоже туда влазит. У меня в доме топочная, сколько там, 9, по-моему, с половиной квадратов. У меня там стоит водоподготовка, это вот такая бочка с горячей водой, котлы там и так далее. Стиралка, сушилка, морозилка, пылесос, ну, все. И получается, что вроде как и кладовая не нужна уже никакая. Тоже приходят заказчики и говорят, так, мне, говорит, не хватает кладовой. Я говорю, что там будет? Ну, там будет пылесос. Я говорю, ну, поставь его в топочную, зачем тебе кладовая отдельно? Это отдельное помещение, которое стоит на фундаменте, накрывается крышей, у него отдельное там окно или дверь. И ради пылесоса, ну, под диван уже засунуть его проще, уже, мне кажется. Вот. И на этом этапе, вот, когда выбираете площадь дома, по количеству помещений, ну вот там реально можно что-то подсэкономить. Именно в рамках выбора площади дома. Еще один момент. Ушла мысль ушла. Была мысль, ушла мысль.
вспомню, расскажу. Вот, дальше. Если с проектом определились, опять же, по поводу проектирования, забегая вперед, есть два варианта: готовый проект приобрести, либо брать индивидуальный. По большому счету, в конечном итоге вы с точки зрения чертежей получите один и тот же продукт. То есть, что там проект дома, вот у меня где-то, кстати, проект есть, потом. А кто, кстати, граф проект приехал забирать? Все, хорошо, потом поменяемся. Вот. Вопрос в том, что готовый проект — это быстро, проверено и относительно недорого. Индивидуальный проект — это медленно, это дорого, и не всегда результат может как бы всех удовлетворить. Объясню почему. Очень часто заказчики, когда занимаются проектированием, они увлекаются, играют в архитектора. То есть у нас есть архитектор, грубо говоря, там, да, вот садится, делает планировку, вот давай сюда подвинем, вот это вот. То есть какое-то свое видение у человека создается, он начинает играть в архитектора, я вот именно так называю. У нас в этом году был случай, пришла девушка с супругом, такая, все, они уже на телефоне, у них скачали какую-то программу, она на телефоне у меня план дома. Вот, говорит, мой дом, мне нужно сделать проект. Я говорю, я в эти игры не играю, потому что, она же напроектировала, исходя из своего видения. Я открываю планировку, смотрю, абсолютно темный коридор. В коридоре нет никакого естественного света, то есть какие-то куцые помещения. В коридоре там, не знаю, 18 дверей каких-то, то есть, дичь какая-то полная. Я говорю, мне это не интересно. Она что-то обиделась, там ножками топала. В конечном итоге я сказал, вот смотрите, есть готовый проект, показал там на Децима, по-моему, там у нас, да. Вот по большому счету, говорю, все, что вы хотите, вот в этом проекте есть. Я говорю, вы просто остыньте, говорю, сядьте дома и посмотрите. Пришла через неделю, говорит, да. И там чуть-чуть что-то поменяли, там подфуфлили, как бы отдали. Все. Человек сэкономил время, деньги. И самое главное, когда вот заказчики, застройщики увлекаются вот в эту игру архитектора, на выходе может получиться дом, который с точки зрения там ликвидности будет, такой себе. Тоже поясню почему. Если, допустим, у нас проект дома «Граф», вот, который приехал человек менять на сертификат, там в год покупает там 30-35 раз, то значит проект как бы удобный, популярный, он всем понятный. И если завтра где-то на сайте недвижимости выскочит объявление «Продается дом «Граф», на него будет большой спрос. У нас уже это было. Заказчица, вот мы строили «Граф» в Бузунах, тоже кто за нами следит. Так у девушки после 2020 года изменились обстоятельства, условно говоря, доходы упали, да, и она вынуждена была этот дом продать. Пожалуйста, повесили объявление, приложили все фотки наших действий, то есть как мы строили, где каждый этап, и так, просто вот, и все, и там уже другие люди живут, все. А когда сам себе архитектор, можно напроектировать абракадабру полную, и придет купец и скажет, спасибо, не надо, и ушел. То есть надо понимать, что проектируя, строя дом, вы строите недвижимость. Недвижимость должна быть ликвидной. Это обязательное условие, потому что почему-то мало кто про это думает. То есть, построю себе дом. Вот выезжайте там в те же Колодища, да, там есть красивые дома, но там и некрасивых очень много. Это все игра в архитектора, сам себе архитектор. Вот, поэтому, выбирая проект дома, там кто еще не выбрал, не определился, да, то есть посмотрите, как оно бывает, даже готовые проекты. Даже если вы не остановитесь на каком-то готовом проекте, а пойдете по пути индивидуального проектирования, у вас должна быть некая насмотренность. То есть полистать готовые проекты, посмотреть, как оно вообще бывает. Да, то есть если мы там, допустим, берем, например, одноэтажный дом, у нас тут 1, 2, 3 спальни, гостиная с кухней, да, то, о чем я говорил. Вот этот набор помещений легко можно уместить в одном уровне. А приходит заказчик и говорит, я хочу 4 спальни и гостиную с кухней. И говорит, я не нашла ни одного проекта одноэтажного дома. Я говорю, так может быть это не просто так? Но может есть какая-то там законы, там, геометрические какие-то там ограничивающие там и так далее факторы, да, кстати, на граф похож. И начинаем выяснять. И действительно 3 комнаты плюс гостиная с кухней легко закрываются в прямоугольник, либо там в квадрат. Как только добавляется еще одна комната, все, мы не влазим ни в прямоугольник, ни в квадрат, либо мы получаем здоровенный коридор. У нас есть там дом Отис, 160 метров, 4 спальни, гостиная с кухней, там коридор 18 метров. Говорит, я не хочу коридор. Говорю, значит, тогда делаем лестницу и уходим на 2-й этаж. Все. Я к тому, что посмотрите проекты готовые, как оно бывает, чтобы была некая насмотренность. Вот, и тогда... А у вас уже проект чей-то, да, есть? 12,5 Вот, то, о чем я говорю. Это типовой, но мне его переделывать... Играла в архитектора. Но я до окошка добавила в коридоре. Потому что, да, длинный темный коридор вижу отсюда. Он как бы, не да. темный, Потому что окошко добавили, да. Вот сюда окно от потолка до пола. Поэтому не темный. Да. А изначально в проекте его не было? Нет, потому что изначально здесь вот так вот было выскублено, и была еще
одна ванна-туалет, по-моему, тут Мгм. что-то такое. А мы здесь сделали спальню, потому что у меня 3 детей, мне надо тут 3 спальни, чтобы было. Ну, хотя бы окошко добавили, хорошо. Делали чуть-чуть. Ну, хорошо. Вам нравится? Ну, вроде бы да. Вот теперь я уже что-то вас слушаю, мне уже страшно. А вы начали строить или нет? Строить Нет, начали? еще не Нет, начали, ну, вот поэтому я тут у вас. У меня проблемы, тут вопросы по фундаменту. Хорошо, посмотрим потом. Посмотрим. А где участок? Борисовский район, гора. Хорошо. Дальше с проектом определились, и по строительству у вас там есть несколько вариантов. То есть, ну, тоже на самом деле 3 варианта. Хозспособ — это полный хозспособ, когда мужики сами там ложат блоки, там растворы мешают там, и так далее. Второй вариант — нанимать какую-то бригаду и надеяться, что все будет хорошо. И третий вариант — обращаться в строительную компанию. Вот. Все 3 варианта удобоваримы, но на самом деле у всех есть плюсы и минусы. Первый этап, первый вариант, когда там самостоятельно строитесь хозспособом, все это, конечно, хорошо, но мы должны понимать, что это с утра до вечера происходит. С понедельника по пятницу и субботу и воскресенье. То есть, грубо говоря, человек не должен работать, он экономит на строителях. Ну, тут перевес должен быть, да, то есть я не иду на работу, но я экономлю на строителях. Либо у меня есть возможность как бы зарабатывать, там, у меня бизнес или работа, и платить строителям, как бы, но я буду ходить на работу. Второй вариант, когда мы нанимаем бригаду или бригады. Очень популярный, один из самых популярных сейчас у нас вариантов строительства, но самая большая беда вот в чем. Никто никогда не знает, с чем эта бригада потом, каким боком вылезет. Потому что сейчас очень много бригад no name, кто они, что, откуда они, вообще непонятно. Сейчас этот Инстаграм повылазил, там и жук и жаба туда лезет, как бы, да, и народ, даже у меня заказчики иногда бывает, ну, проговариваю, я, говорит, в Инстаграме кого-то нашел. Я говорю, ну, а что за этим стоит? Вот опять же, вот мы почему эти встречи офлайн делаем, да, то есть хотя бы видите, что человек живой. А на самом деле в Инстаграме можно кучу фоточек выложить, как бы, да, красивые будут фотографии, а кто их делал, откуда их взяли. Очень часто сейчас смотрю проектов очень много, там вылазят какие-то новые там Инстаграмы, свеженькие, я смотрю, там польские проекты прям налево-направо, просто копируют, говорят, наш проект, ну не ваш это проект. Вот. И то же самое с бригадой по строительству. То есть как они будут вас там строить, там, будут они соблюдать технологии, не будут, непонятно. Гарантия будет, скорее всего, нет. Договора даже, скорее всего, не будет. А еще хуже, когда бригада одна строит фундамент, вторая стены, третья крышу. Да? И даже если с каждой бригадой у вас будет, допустим, договор, то цельной гарантии на дом вы не получите. То есть вроде как и коробка стоит, да, а потом завтра, не дай бог, пошла какая-то трещина, к кому обращаться? Каменщик ему скажет, не знаю, у меня все нормально было, говорит, это фундамент у тебя треснул. Фундаментщик скажет, да нормальный фундамент, ты крышу ж положил, говорит, не металл, а тяжелую, говорит, вот он и треснул, ну и все, и концов не найдете потом. Даже на самом деле со строительными компаниями бывают там трудности всякие, да, но если вы обращаетесь в строительную компанию, у вас будет договор. Строительная компания, как правило, там дорожит своим именем, репутацией. Да, потому что, ну, у нас, допустим, тоже там бывают косячки мелкие, там, косметические. Мы за свой счет всегда исправляем, потому что репутация как бы дороже. Вот. Тоже есть проблемы, тоже там всякие там строители на стройке там вытворяют, иногда приходится следить за этим всем. Но тем не менее, я рассказывал, у нас построили дом в Крылово. Нет, это не этот дом. Каро. И мы строили под ключ, потом заказчик на последнем этапе нашел на онлайнере каких-то маляров. То есть мы сделали внутри там, идеально ровную поверхность, там оштукатурили, там вывели все. Вот. А у него, ну, бывает под конец, там деньжата поджимают, как бы, да. И он думает, ну, слушай, тут уже все ровное, найду ребят подешевле. Он нашел ребят подешевле, тем самым мы соскочили с понятия «дом под ключ». То есть вот чуть-чуть не дошли, я бы ему дал вот звони по любому вопросу, да. А он пошел другим путем. И полы положили ему ребята. Тоже положили, в проект никто не смотрит, это никому не надо. Положили полы таким образом, что он пришел открывать двери в пол, они и не открываются. Ну, они уткнулись в пол и не открываются. То есть ребята не посмотрели проектную высоту и положили фанеру там не двойку, там, а, допустим, 5, все, и двери не открываются. И человек вызывал потом наших окончиков, они поднимали двери там и так далее. Вот последствия. Ну, он не мог этого предположить. И маляры еще интересные. Там по дизайну интерьера тоже мы делали дизайн интерьера. Там, условно говоря, 2 стенки, угол, одна белая, вторая зеленая. И ну, у нас же дороже, конечно, потому что мы шпленкой все заклеиваем, как оно должно быть. Ребята, он фанерку поставил, и на белой стенке
брызги зеленой краски, а на зеленой белой краски. Вот такой вот дизайн интерьера. Да, сэкономил. Вот. Но он потом плевался, конечно. И я к чему? Прошло время, я на этом объекте уже, наверное, полгода не появлялся, даже больше. Там мимо ездил, там на соседнем участке там работали. Вот, мимо ездили, а он, и опять же, поскольку не было под ключ строительства, мы в конце не прошлись по всему дому, не проверили все системы. Ну, обычно это делается, если дом под ключ ходишь, потом в конце проверяешь, и все работает окей. Они не проверили, потому что положили полы, сдвинули ванну. Ванну сдвинули, открутили этот самый канализационную трубу. Заказчик решил ванну себе набрать. Набирает ванну, она течет как бы прям ванна, не раковина ванны наполняется, а помещение ванны наполняется водой, как бы, да. Ну, то есть канализацию не подключили. Он мне звонит. Я думаю, а чего ты мне звонишь? Ну, это же как бы, ну, ты же сам соскочил со строительства под ключ. А потом думаю, блин, ну надо помочь. И все, я позвонил сантехникам, сантехники приехали, подключили, все загидроизолировали, уехали. Все, вот есть кому позвонить. У нас, кстати, забегая вперед, будет, очень хотим в этом году наступающим запустить услугу, как некое техническое обслуживание домов, которые когда-то там строились по нашим проектам, или там мы строили. То есть в каком плане обслуживания? То есть там, ну, забор подкрасить там где-то, черепичку там поменять, подлатать, да, то есть там лампочки может сами поменять, условно говоря. Тот же снег почистить, потому что во всем мире как бы эта услуга довольно популярная. Там платится какая-то небольшая абонентская плата, и к вам по расписанию приезжает садовник, там снег почистить, там заборчик покрасили там, и так далее. Вот. И ну, клиентская база достаточно большая, и вот, еще не до конца придумали, как с нашим менталитетом это запустить, как бы, но я думаю, что как-то да будет. Это я к чему, опять же, да, то есть резюмируя, то есть когда вы строите строительные компании, понятно, что сейчас тоже их много, там, и у нас вообще жизненный цикл строительной компании в коттеджном строительстве 3-5 лет. Это вот если посмотрите, большинство компаний, они существуют 3-5 лет, потом у них накапливаются какие-то проблемы, они просто сдуваются, схлопываются там и так далее. Вот. Редкие там 10 работают, как бы, а 20 это вообще там какой-то что-то невероятное. Опять же, почему? Потому что мелкие компании, которые только там сегодня вышли на рынок, пошли какие-то первые деньги. О, класс, все, давай там тачку купил, там на море слетал, в Эмираты слетал, как бы, да. Потом пришла зима, рабочим платить нечем, да, и начинает там кассовый разрыв, начинает все это сдуваться. Приходит весна, берешь деньги за новый проект, а этими деньгами отдаешь за старый, и вот это вот растет как снежный ком, 3-5 лет компания сдувается, потом позвонить некому. Вот. А у нас без ложной скромности даже проекты покупают через 10 лет. У нас в этом году заказчик покупал проект, который первый покупал проект 10 лет назад, мы с ним выяснили. Вот. И все, он безоговорочно, он знает, говорит, куда по проекту можно позвонить. Позвонил, говорит, на связи, да, у меня еще телефон записан. Говорю, ничего себе. То есть, ну, через 10 лет человек позвонил, я его по имени узнал. Он говорит, ничего себе, говорит, ну все, я заказал проект. Есть кому позвонить. Если вы строите с бригадой, там 50 на 50 может случиться. И плюс большой вопрос, опять же, юридический, да, то есть бригады, ну, по большому счету, они выполняют работы, вопрос, как они их выполняют, соблюдают ли они технологии. Если что-то пойдет не так, и если, грубо говоря, там, из-за соблюдения, там, несоблюдения технологий, там, я не знаю, фундамент там, начал трескаться, что-то еще, ввиду отсутствия договора, ввиду отсутствия, там, я не знаю, даже ребят, может быть, там, ни офиса нет, ничего, вы даже негативный отзыв написать будет некуда, условно говоря, то есть, понимаете, не говоря уж про то, что найти там и так далее. Кстати, кто видел на ютубе, у нас там ролик есть, как Михаил строитель дом строил, там, кто смотрел, может быть, да, вот это яркий пример. Я его потом отвозил, кто смотрел, говорю, Миша, у тебя, говорю, вообще образование есть? Высшее? Говорит, есть, с такой гордостью. Я говорю, какое? Физрук, я, говорю. То есть, понимаете, вот человек физкультура, он старается, он такой нормальный мужик с большим, он старается, но у него не хватает знаний. То есть, ну, посядь, книжку почитай, или даже проект открой. Открой проект, там же все написано. Вот здесь должна быть гидроизоляция. Он ее не сделал, а зачем она там нужна? Какая тебе разница, зачем она нужна? Написано сделать, сделай. Со строительной компанией там другая история. Если что-то пошло не так, заказчик идет в суд. В суде открывают проект, говорят, так, гидроизоляция в проекте есть? Есть. Вы сделали, не сделали? До свидания. Не будет никто разбираться. Нужна гидроизоляция, не нужна. То же самое с проектом. Нас очень часто спрашивают, да те же строители, там вот эти прорабы, а зачем там гидроизоляция? Я говорю, ну как я тебе сейчас объясню? Она должна быть. Это прописано в строительных нормах и правилах. То есть я умом понимаю, что в каких-то моментах она может там и не нужна, но как проектировщик не включить ее в проект я не могу. Потому что если, опять же, завтра этот фундамент начнет разрушаться, застройщик пойдет в суд, и выяснится, что строитель сделал все по проекту. Они скажут, ага, проект кто сделал? Ага, территория, иди сюда.
Они открывают проект и говорят, так, гидроизоляции нет. Открывают нормы строительные, должна быть. Виноват, все, до свидания. Вот так это работает. Почему в большинстве случаев с бригадами нет никаких договоров? Да им неприятности просто не нужны. Их потом найдут, как бы и все. А очень часто бывает сим-карта в унитаз, и завтра новая жизнь, как бы и все. Ну да, сейчас таких меньше, как бы я встречаю, по крайней мере, но они существуют, они никуда не делись. Вот. И причем бывает очень часто приходят застройщики, которые уже построили, у которых уже проблемы начались какие-то по ходу. И я говорю, кто вам строит? А это знакомые, они вообще хорошие. Я говорю, так а чем они хорошие? Ну, они вам накосячили, вы уже даже начали понимать, что они вам накосячили. Чем они хорошие? Тем, что они недорогие, я говорю. Ну, если у вас единственный критерий это цена, как бы, ну, это плохая стратегия. Это так не работает. А они хорошие, потому что там Зинаида Степановна, там, как бы, бабушка, там, дедушки, там, третья знакомая через 2 улицы, вот она посоветовала. Ну, сомнительный аргумент, по-моему. Вот, так что, выбирая себе способ строительства, да, это тоже забегая вперед, выбирая способ строительства, ну, подумайте крепко. Может быть, у строительных компаний там бытует мнение, стоит дороже. Но тоже не всегда и не факт. И очень часто это бывает искусственная завышенная цена. Почему? Потому что строительная компания считает все и сразу. Бригада, чтобы зацепить клиента, может посчитать как бы не все и не сразу. У нас, например, там стоимость фундамента там, под граф сколько там стоит, по-моему, там 15 тысяч долларов, допустим. То точно не помню. Заказчик берет смету у меня, и потом сразу же другим строителям. 10. Я говорю, ну давай разбираться. Открываю смету, смотрю, говорю, так, все хорошо. Говорю, а где пол? Говорит, в смысле? Я говорю, где пол первого этажа? Если нету, они стяжку не посчитали. Не посчитали стяжку, значит не посчитали обратную засыпку, не посчитали гидроизоляцию, не посчитали коммуникации, сэкономили вам 5 тысяч долларов. Я говорю, ну вы же все равно это будете делать? Все равно это надо будет делать. Ну не сейчас, потом. Вы все равно заплатите эти 5 тысяч долларов. Ну, а вас, говорю, пытаются вот на этом этапе уже обмануть. Нам вообще, кстати, как я говорю, строительные услуги мне продавать тяжелее всего. Почему? Потому что когда человек приходит, забирает у нас проект, я тут же даю ему смету. Говорю, вот наше предложение, он берет эту смету и тут же бежит к другим. Ну вот как-то вот так интуитивно сразу, ну, у других проверю. Другой берет, ну, минус 5%. Он к третьему, он говорит, ну еще минус 2%. Ну, то есть всегда найдется тот, кто сделает дешевле. Вот, вопрос за счет чего? Потому что при строительстве дома у вас 3 основные составляющие. Это материалы, работа и техника. И если кто-то сделает вам дешевле, он может сделать только, ну, объективно, дешевле может сделать только работы свои. Ну, материалы же он не сделает вам дешевле. Потому что мы предполагаем, что тот же объем бетона должен влиться в фундамент. В проекте написана марка. Вот. Количество арматуры, да, тоже, оно же там как бы указано, да, то есть, ну, оно не может быть смешано. На рынке материал... Можно проверять, можно скидки. Для этого, кстати, нужен строительный проект. Тоже забегая вперед, да, еще остались застройщики, которые уверены, что проект нужен только для исполкома. Мне их искренне жаль, потому что как бы, ну, это как бы вообще величайшее заблуждение. В строительном проекте в том же прописано, то есть какая марка бетона, да, должна быть у вас, чтобы строители контролировались. Да? Там же написано, какая арматура, какого сечения, в каком количестве, как ее загнуть, там какие нужны изделия. Это все прописано в строительном проекте. Если... Да. Откуда звук? Вот, да. Да-да. И фундамент тоже, да? Да. Мы, например, делаем геологию, и, следовательно, в этом готовом проекте потом адаптируется фундамент. Если вы приобретаете типовой проект, у вас по умолчанию во всех проектах будет, как правило, монолитный ленточный фундамент. Это фундамент, который подходит, ну, под большинство сценариев, типов грунтов. Когда вы согласовали проект в исполкоме, у вас уже известно местоположение дома, тогда вызываете геологов, он по 4 углам вам делает геологию, ее сбрасываете нам, и мы говорим, кроме ленточного, вам нужно сделать, допустим, свайно-ростверковый. Да, предполагается, что, ну, по категории ленточный фундамент, как правило, самый дорогой. Потом идет по убыванию плитный и в конце свайно-ростверковый. Кстати, почему-то очень многие думают, что плитный это самый дорогой фундамент. Вот вообще неправда. Вот, потому что по объему бетона копательных работ там меньше, объем бетона там примерно такой же, арматуры там меньше, чем в ленточном там и так далее. Но опять же зависит от габаритов дома. Кстати, забегая вперед, тоже вот одноэтажные дома с плоскими крышами. В этом году жутко популярные стали. Но очень большой подводный камень вот в чем. В одноэтажном доме с плоской крышей самый дорогой этап строительства будет, 2 самых, это фундамент и крыша. И вот мы сейчас заказчику одному там в Крылово сделали фундамент, сколько там, 35 тысяч долларов за фундамент. О, такой, подожди, говорю, у тебя 1 этаж с плоской крышей, у тебя самый дорогой это фундамент,
И дом там метров 250, говорю. То есть 35 тысяч долларов за фундамент. Да, материалы, работа, техника, да. То есть стен там, тьфу, минус окна, минус двери. Да, крыша там плитами перекрытия, допустим, накроется, все. Ну, следующий этап это само кровельное покрытие. Вот мы вчера смету делали кому-то на плоскую крышу. Сколько там? 140 тысяч рублей, да? 150 тысяч рублей. Это стоимость обустройства плоской крыши. Да, все такие, нифига себе. А потом мы говорим, что площадь крыши там 450 метров. 500 почти, да. Вот дорого. Ну и фундамент, соответственно, у него там стоил, я не знаю. Какой там? Мембрана, да, мембрана была. Ну, сейчас мембрана, потому что человек предположительно хочет сделать как бы начать работы вот-вот, и в этот период плоские крыши только мембраны делаются. Мы там летом делаем, ну я потом про плоские тоже расскажу. Вот, значит, по проекту, да, вроде как понятненько стало. Теперь хочу кое-что рассказать. Если какие-то вопросы есть, да, вы там ручки тяните, спрашивайте, я готов к общению. Вот, а пока про бюрократию немножко вам расскажу. Кстати, да, еще тоже скажу, с бригадами, когда договариваетесь, оговаривайте сроки строительства. Это очень важно, потому что, ну, бывает так, что, ну, говорят одно, а потом как бы вторая халтурка, третья, и все это сдвигается, и ваши сроки там сползают куда-то, и в итоге вы не успеваете сделать там коробку в этом году, в расстроенных чувствах уходите зимовать. Сплошь и рядом это происходит, поэтому четко оговаривайте сроки строительства. Опять же, ну, очень хорошо, когда определяетесь со строителями, подъехать на какие-то объекты, посмотреть, что они там строят на самом деле. Потому что про тот же Инстаграм, да, сейчас очень много инстаграмов вылетает, есть там один молодой человек, там, мы там строим там, по 300 в год. Покажи. Где? Покажи. Покажи, где? Нету. А строй, а рассказывай, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я говорю, покажи, где. Вот. У нас все видно, все стройки как бы висят, как бы там, да. Тут даже если косяк есть, как бы, ну он есть, мы его исправили, но стройки вот идут. Сейчас немножко замедлилось в зимний период, как бы, но тем не менее они все есть. А очень много тех же инстаграмов, когда вы видите, что там мы строим, покажи. Нету, не было. Ну, сейчас так это работает. Да? Вы же Инстаграм заводите для чего, строители? Чтобы показать ваши работы. Ну-ка показывай. Если их нету, если у тебя в сторисе каждый день не вылетает какая-то там стройка, то как, что ты строишь? Я не вижу, что ты строишь. Ну, это, кстати, один из критериев, по которым можно смотреть. У нас заказчик, мы в Лапоровичах дом строили, также в Инстаграме нашел себе отделочников. Он отказался от нас, потому что там дешевле. Я говорю, классно. Я отснял материал, я еще не выложил его. Я иногда жалею наших заказчиков, да, вот тем, что вот я вот приехал, снял, думаю, сейчас выложу, а потом думаю, блин, жалко мужика что-то, ну он же не со зла, наверное, это все. На самом деле сделали фасад человеку. Фасад сделали таким образом, что, он, пока делали фасад, там 2 или 3 недели, был в отпуске с женой. И вот они пока делали фасад, я приехал, вот так вот сделал и уехал. Ну, это ж не я делаю. Снял, все. Приезжает с отпуска заказчик с женой. Жена так постояла, потом говорит, снимите к чертовой матери все до нуля и заново сделайте. Потому что реально не приняли фасад. И в итоге они не доплатили там, $5000, по-моему, этим фасадчикам. Фасадчики, естественно, слились. И чувак остался с испорченным фасадом и с пятеркой. И что? И он не знает, что дальше делать. Вот. И внутри то же самое у него. Купил жутко бутиковую плитку по размеру, вот как вот эта секция окна. Вот. И плиточник взял подешевле. Ребята как бы без понятия, как это вообще делается. Ни на каких курсах, конечно же, плиточники не учились ничего. Клеем намазали тяп-ляп как бы, и положили. А поскольку площадь большая, там надо вибрировать, как бы, специальным образом клей наносить. Все, наступаешь, что у него щелк и лопается плитка. Все. Плитка стоит там $1020, условно говоря. И все это полопалось, потрескалось. Все. И я потом спрашиваю, Андрей, а где ребят вы этих нашли? В Инстаграме нашел. Я говорю, вы довольны? Такой, да. Я говорю, следующих вы тоже в Инстаграме ищете? Ну, то есть дальше листа или как? Инстаграм это вещь хорошая, когда есть там действительно что показать, когда это используется как рекламный инструмент с чужими картинками, с чужим портфолио. Ну, сомнительная история. Вот. Дальше, про бюрократию. Значит, у кого там участки уже есть, сейчас расскажу по согласованию, по процедурам этим всем. Сейчас уже ужесточились нормы, с 1 октября вступили новые строительные нормы и правила, и там пропала такая формулировка, как это, Вероника, как там пропала? Рекомендованы, да. И я не знаю, это специально сделали или случайно. И вот это слово «рекомендованы» поставило всех в тупик. С одной стороны, в прошлом году мы говорили про то, что у нас какое-то там сейчас упрощенная процедура согласования будет, как бы, да, вот уже документы пошли какие-то, да. Вот, да. А, кстати, в Борисове я недавно разговаривал с вашим купом. Знают о том, что вообще упрощенка есть. На меня в одном окне
на меня в одном окне посмотрели, а что вы по упрощенке не сделали? Я говорю, так я знаю, говорю, что можно было. Говорит, а что вы не предложили? У вас слишком завышенное ожидание от дамы, которая работает в одном окне. Архитектуру и строительство посадили, так что вопросов. Вот, и там пропало слово «рекомендованный». Что это значит? Это значит, теперь на полном серьезе у вас при согласовании могут попросить полный проект. И это уже происходит. То есть просят полный проект, причем ну, им это не нравится. В Минском районе пока не просят, потому что если в Минском районе начнут каждый проект как полный рассматривать, они там просто с ума посходят. Поэтому не понимают, что им это не надо. И в Минске пока ничего не поменялось. В том же Борисове всегда просили полный пакет документов. Я, кстати, позавчера разговаривал с этим Купом, девушка мне звонила, там, просила о помощи. Я у нее спросил, так а как вы по этим нормам? Он говорит, мы, говорит, пока полные проекты требуем. И ничего они менять не собираются. А полный проект — это, на секундочку, строительные сети. Дальше они же просят генеральный план. Вот проект, тот, который они у меня просили. Генплан уже в Минском районе будет. Они единственные, Да, мне да. просили цветной фасад. Вот. Это Минский район или Дзержинский? Минский. Вот, вот. И, соответственно, генплан — это НАТО по съемке должен быть сделан. Соответственно, это добавляет стоимость к проектированию. Если готовый проект стоит, допустим, там 1500-1700 рублей, раздел генплан стоит отдельно еще 500 рублей. Да, 485 рублей. Вот. Это где вы делали? У них. Они же сами... вот они зачем это делают. Они сами... Сейчас никому не рекомендуют, только сами делают. Вот. Предлагают лучше заключить договор и Генеральный сделать. план? Вот это все, что мне сделал не архитектор, это сделал, вот все вот это не Ну, это вторая проблема, да. Под словом генеральный план вообще на самом деле по нормам подразумевается раздел там, из 9 пунктов состоящий. А они в исполкомах называют генеральный план, а на самом деле делают просто планировку. Ну, Они типа сами дом на участок, ставят свои подписи. Вот. И срок изготовления 30 дней, по факту уже больше. ну, конечно, понабирали заказов, не были готовы. То есть проекты не ленятся делаться, решили на генпланах подняться. Ну вот. Ну, деньги сейчас всем нужны. Вот. Соответственно, кстати, почему звонила из Борисова дама? У меня пазл сложился. Нам недавно в офис позвонила дамочка и такая, я, говорит, у вас проект когда-то делала, я потеряла, дайте мне копию. Я говорю, ну да, классно, давайте мы вас идентифицируем. Вы кто? Я говорю, дайте мне договор с нами и щелкните мне в проекты фотографии. Она, короче, что-то стушевалась, как бы что-то исчезла куда-то. Проходит какое-то время, мне звонят из Борисовского КУПа. Говорю, слушайте, у меня, говорит, дама тут какая-то. Говорит, что проект у вас брала несколько лет назад. Я тогда не вспомнил про нее. Это сейчас вот вы рассказываете. Я говорю, и что? Она говорит, у вас проект покупала. Я говорю, а проект показывала? Не, говорит, потеряла. Ну, причем я по фамилии пробил 20-й год или какой-то она сказала. Говорю, у меня такой фамилии нет в базе. Она говорит, и у меня такой фамилии нет в базе. Я говорю, так а что вы тогда с ней разговариваете? А там, походу, жучка решила как бы всех обмануть. То есть, проекта нет, ничего не согласовала, она решила сказать, как бы, что я потеряла. Да, и она пришла в исполком. То есть я как бы сказал, давайте вы скажите, кто вы вообще? Она стушевалась, убежала. Потом побежала в исполком сразу, и в Борисовский этот. А потом ей сказали, так, по проекту, я, говорит, еще не по проекту построила. Я говорю, так а что вы тогда вообще хотите? Ну вот, да, бывают такие случаи. Проекты же на самом деле все согласованы, они там у них в базе хранятся, я не знаю, на что она рассчитывала. Так вот, генеральный план, соответственно, как бы это отдельный раздел еще к проекту может добавить стоимость, и генеральный план, по-моему, делается на тупосъемке. Тупосъемку тоже надо сделать, на тупосъемке. А какой это сельсовет у вас? Где? Колдычанки. Колодище. Они просят, чтобы заказчик предоставил на счет съемку. Но вот, так вот, да, это все идет в сторону ужесточения, то, о чем я говорил. Хотя вот я удивлен, что это в Колодичах. Вот. Ну, шут с ним. То есть все идет к тому, что один там главный строитель сказал, что будет упрощенная система, но как-то все забыли это состыковать со строительными нормами и правилами, которые слыхать не слыхивали про эту упрощенку, им вообще по барабану. Они сдали свои новые нормы, никто про это как бы не знал, они вступили в силу и все, и до свидания. И по этой упрощенке тоже на самом деле очень много вопросов потом было бы. То есть, смотрите, если вы даже по упрощенке поставили бы себе дом без проекта, допустим, вернее, без согласованного проекта, но когда к вам придет газовик подключать дом, включать газ, он спросит, а где проект? То есть исполкому может и не нужен проект, но газовику он нужен. Да? То есть подключать электросети тоже могут спросить проект.
Запросто. И получается, по факту, за эту индульгенцию, там, сколько там, 800 рублей там просят заплатить. А потом, когда придешь подключать газ, ты все равно будешь делать проект. Хотя бы один листик, хотя бы с какой-то топочной, хотя бы что-то должно у тебя быть. С подписью, потому что газовщик с тобой разговаривать не будет без этого всего. Вот и замкнутый круг. Одни говорят, не надо, а другие говорят, давай сюда. Вот. И получается, и там надо заплатить, и там. При стоимости там, готового проекта там 1500-2000 тысячи рублей, то есть вообще ничего экономия получается. Заказали готовый проект, согласовали и сидите спокойно, что все у вас хорошо. Вот. И сейчас выдают новый АПЗ. АПЗ это, кстати, у кого еще нет разрешений, спрашивайте сейчас, и кроме разрешения, будут ли вам выдавать архитектурно-планировочные задания. Раньше не было, в свете последних событий, вот с этими нормами, сейчас выдают архитектурно-планировочные задания. И там как раз таки прописано, что вы должны на согласование предоставить. Проект, генеральный план, цветовые решения фасадов, там надо или не надо, да, вот эти все вещи. Там это все прописано. Вот. А некоторые застройщики думают, что АПЗ выдаем мы. Нам сейчас там звонят, говорят, выдайте АПЗ. Я говорю, при чем здесь я? Даже проект не наш. Мне сказали у вас взять АПЗ в исполкоме. Я говорю, вам неправильно сказали. Исполком выдает АПЗ, он же выдает разрешение на строительство, и потом вы идете к нему с проектом. Вот. И сейчас у нас несколько отказов было по согласованию. Где там в Дзержинском районе, да, по-моему, там, да, то тоже по этим причинам. То есть там добавьте это, укажите сети, там что-то еще там и так далее, и так далее, и так далее. То есть уже пошла волна вот этих отказов. То есть, ну, мы решили там все, то есть заказчица пришла, вот, показала листик, вот, мы исправили, ну, вроде как ушла, вроде как все хорошо. Вот, но в те времена, когда там можно было в интернете скачать листик, как бы пойти на согласование, уже прошли давно. Единственное, что в садовых товариществах, вот у вас там в садовом товариществе, Игорь, да, у вас там проще. Там в садовых товариществах это все не касается. Единственное, что в садовых товариществах царь и бог у вас председатель. Если он там в своем уставе что-то написал себе, там какие-то нормы там внутренние, они будут на вас распространяться. Вот. А все, у кого участок для строительства и обслуживания жилого дома, значит, по полной процедуре через исполком на согласование со всем пакетом документов. По-другому не получится никак. Вот. При проектировании тоже там был вопрос по геологии. Значит, смотрите, топосъемку лучше делать сразу. Если участок неровный, прям вот сразу лучше делать топосъемку. И уже, ну, во-первых, она понадобится для того же генерального плана вам. Во-вторых, вы с проектировщиком будете понимать, как бы вообще что делать, как жить дальше с этим участком. Вот. И ее можно вот прям купили участок, прям сразу можете заказывать и делать. Вам подсказка. Вот. А? Есть еще в-третьих. В-третьих? Я уже выкатился из дома. Я на данный момент выкатился из своего дома. И? У меня уже пошло благоустройство. И вот топосъемка. Ну да, то есть кроме проектирования дома еще потом идет проектирование ландшафта, забора, там, скважин, коммуникации, это тоже все понадобится. Просто когда участок ровный, там, ну, можно на какое-то время закрыть глаза. Когда участок неровный, как бы все это лучше делать. У нас сейчас, опять же, приходит очень много заказчиков с неровными ландшафтами, вот, и у нас еще есть отдельный раздел вертикальная планировка. То есть когда они, вот вас ждет прямо, Вячеслав, ваша тема, то есть когда мы планируем, где подпорная стенка, то есть где забор, куда сделать уклон грунта, чтобы водичка уходила, там не затапливала никого. Вот это прям вот сейчас сплошь и рядом, потому что участков, повторюсь, хороших все меньше и меньше, все они какие-то вот такие вот, как бы, да, хоть и красивые, да, но с ними приходится как-то работать. Вот, если раньше там берешь участок в колодочах, он прям ровненький такой, там ставишь что хочешь, как бы, то сейчас с этими перепадами новый раздел прям вот мы ввели, раньше как-то редко его делали, сейчас прям сплошь и рядом он делается. Да, снежок красивый пошел какой-то. Вот, дальше еще что хотел сказать по участке с уклоном, понятно, выбор технологии строительства. Дешевле, быстрее или строю для себя, тут 3 варианта есть. Значит, смотрите, ну по большому счету дома строятся там по 2 технологиям, каменная, да, и деревянные. В свою очередь там каменная это 3 вида блоков может быть, там, да, в редких случаях какой-то там из бетона заливают, но в наших краях это не сильно прижилось, да. Мало у тебя, Леша, домов всяких там из, да, несъемной палубки. Да, да. Да, и деревянные дома, в свою очередь, делятся на каркасники, дом из бруса, и там третья есть, там утепленный брус там, и так далее. Вот. И самый часто, ну, очень часто спрашивают, как бы, ну, деревянный дом дешевле или нет. Ну, не дешевле он получается. У меня в самого дома из бруса, я бы не сказал, что он там сильно дешевле получился, если не наоборот. И опять же, если мы говорим про сравнение стоимости там, строительства одноэтажного дома из блоков, или, допустим, из дерева, там, ну, каркас деревянный, то есть, ну, не брус, давайте даже деревянный каркас возьмем. Мы должны понимать, что по большому счету фундамент у нас останется примерно такой же,
Перекрытия у нас как были деревянные, так и останутся деревянными. Ну, например, проект дома Граф мы берем, там деревянные перекрытия, они так и останутся. Крыша как была с стропильной системой, так и останется. По факту мы меняем только стены. Блок на стены, деревянный каркас. Все, вот. И вопрос экономия будет ли там вообще. То есть это мы говорим про одноэтажный дом. Когда там дом, не знаю, там 500 метров в 2 этажа, ну там надо садиться считать. Может там какая-то экономия будет. Единственный момент, на котором можно сэкономить при строительстве дома каркасника, это собрать его самому. То есть это дом из деревянного каркаса, купил проект, заказал себе доски, гвозди, уголки и погнал. И вот сам собрал. Вот это момент, на котором можно сэкономить при строительстве дома. Опять же, вы сэкономите на стенах. Там, самостоятельно соберете ли вы крышу, да, большой вопрос. Как бы, да. Вот. И по факту экономии никакой нет. А дальше хуже. Построили дом, если это деревянный каркас, очень много косячных домов у нас строят по именно каркасной технологии. Заходите на тот же онлайнер, там есть рубрика «Строители накосячили». 90% статей будет про то, как накосячили при строительстве деревянного каркасного дома. 90%. Вот зайдите, просто полистайте. Почему? Потому что опять же, у нас мало компаний, которые занимаются строительством каркасных домов очень давно. То есть у нас нет спроса, во-первых, на это большого. У нас все время деревянные каркасные дома предлагают на рынке как нечто дешевое. Дешевое, быстрое, да, что вы можете купить быренько там, и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, если это дешевое, где-то какой-то косяк будет. Дерево сырое, тут же не технической сушки, привезли, тут же его в пакетик завернули. Как только завернули в пакетик, оно начинает гнить, все. И 2-3 года начинаются проблемы. Приезжает онлайнер и статья следующая, как бы все, да, и так далее. И забегая вперед, опять же, на вторичном рынке, если вы захотите продать дом, продать каменный легче, чем каркасный, деревянный там, и так далее. У меня когда-то был период в жизни, была попытка выставить свой дом на продажу, он помещал там месяца 3. Хоть бы кто позвонил. Там я даже цену не указывал, там в принципе никто не позвонил, потому что деревянный дом. Он большой, он красивый, да, но продавая деревянный дом, вы должны понимать, что вы должны носить такого же, в хорошем смысле, сумасшедшего, который любит деревянные дома. Ему должна идеально подойти такая же планировка, да, и там все должно идеально срастись. Потому что в каменном доме вы заехали, сделали ремонт, в деревянном доме так не получится. Там вы там особо не разгонитесь. Вот, поэтому вот эта вот экономия на замене стен каменных на деревянный каркас, сомнительно. Вот она, плюс качество, как его сделают, непонятно. Плюс потом эти стены будут там как вести непонятно. То есть я бы тут вообще даже не задумывался по этому поводу. А если вот с точки зрения камня? Чего? Керамика, керамзит и как я керамзит почему всегда выбираю? Потому что это золотая середина. Если мы берем три варианта, да, у нас раньше керамику делало 2 завода, сейчас делают 1. Раньше еще привозили керамический блок. Сейчас его привезти стоит недешево, да, и, соответственно, никто этим особо не занимается. Поэтому керамика – это самый дорогой материал. Плюс сегодняшний завод, сегодняшнее качество белорусского керамического блока, оно не самое хорошее. При том, что стоит он дорого, качество у него где-то там осталось. Плюс строители вам спасибо за него не скажут. Строители не любят с керамикой работать, он хрупкий, он трескается, лопается, там, это крошится там, и так далее. Вот. И, значит, третий по списку газосиликат, который у нас уже с завода выезжает, уже там треснутый, лопнутый, привозят его на объект, уже там сколов половина, там 30% боя. И его даже еще не достали, он только доехал, у него уже там 20-30% боя. Вот. Соответственно, посередине остается керамзитобетонный блок. Вот я его так выбираю его, все. Да, он намокает, если там взять шланг, его, полить на него водой, он насквозь промокнет, но он также быстро и высохнет. А газосиликат, если намокнет, сколько она будет сохнуть, непонятно. Да. Плюс сама технология производства. Керамзит, мне понятно, что там керамзит с бетоном смешан, да, там все четко. Керамзит — это там глина запеченная, условно говоря. А газосиликат — это химическая реакция, алюминиевая вспененная паста, меня это пугает. Понятно, что никто еще не умер. Там, был как-то год какой-то, я не помню, 12 или 14, тогда пошла волна IT-компании, по-моему, и молодые айтишники что-то ломанулись покупать эти дозиметры. И один кто-то нечаянно прислонился к этому газосиликату, он там уже зажужжал, и там паника была. Понакупали себе этих дозиметров, и ходили потом, стреляли, газосиликат фонит, не фонит. Вот. А там, видимо, это алюминиевая паста, это что-то там, я не знаю, что с ней произошло, потом успокоились, правда. Вот. А я к чему? То есть, если мы говорим про газосиликат белорусского производства, я бы не рекомендовал. Если мы говорим про газосиликат какой-нибудь там немецкий Ютонг, да никаких проблем.
но где его взять, как бы, ну, большой вопрос у нас. Потому что в России раньше был завод Ютонга, сейчас, не знаю, по-моему, нету его. Вот. И тут дело не в том, что как бы силикатный блок это плохая идея, ну просто в Беларуси как-то не развивается он. Вот. А покупают его массово, потому что он самый дешевый. Вот и вся история. Вот. А в масштабе строительства дома тоже, кстати, большое заблуждение, очень часто спрашивают. То есть человек, когда принимает решение о строительстве дома, да, только снимает трубку такой, и первым делом, сколько стоит куб кладки в строительном зале? При чем здесь куб кладки? Вот кладка стен в доме это вообще самое дешевое. Самое дешевое. И не надо вообще на нее ориентироваться. То есть, когда у человека окна алюминиевые за $50 000, там уже не важно, сколько стоит куб кладки вообще, от слова совсем. Понимаете? Вот. А вот сколько стоит фундамент, как бы почему-то никто не интересуется. И когда приходит смета, потом ваш фундамент стоит $35 000, ого! А как вы хотели? Вот. И очень много звонков. Сколько стоит у вас куб кладки? Я говорю, отдельно не делаем, у нас в комплексе все делается. Поэтому. Так что ориентироваться на стоимость блоков, там, допустим, по принципу самый дешевый, может быть, не надо. Керамзитобетонный блок, у нас не подвозил. Я даже, честно скажу, мы уже лет 7, я на наших стройках газосиликат вообще не видел. То есть, причем и не то, чтобы я кого-то убеждаю или отказываюсь строить там от газосиликата, нет. Как-то так вот совпадает. Как бы. Действительно, на чем можно было бы сэкономить при строительстве, можно на чем реально сэкономить, это сделать геологию, пересчитать фундамент. Это прям вот то, что наконец дошло до застройщиков. Потому что лет 15 назад делать геологию, рассчитывать какие-то свайные фундаменты, да, никто этим не занимался. Раньше бетон лили там куда надо и куда не надо, потому что была куча строек, куча прорабов, которые этот бетон просто перекачивали с больших строек, просто в фундаменты частных коттеджей, как бы просто на ура. Рекой тек бетон. Вот. И плюс, опять же, участки были хорошие по качеству. То есть песочек там и так далее. Когда участки пошли с торфами, когда участки пошли с высокой грунтовой водой, когда участки пошли кривые косы, там уже все по-другому. И сейчас наконец-то начали делать геологии и пересчитывать фундаменты под уже конкретную ситуацию. И там есть реальная экономия. Если фундамент один там, ленточный может стоить там, $35 000, допустим, да, опять же, почему у человека фундамент ленточный стоит $35 000, вернее, почему у него ленточный фундамент? Потому что у него неровный участок. Все. Да, неровный. Был бы ровный участок у него, мы бы сделали геологию, сделали бы свайно-ростверковую, например, и все, и он бы сэкономил. Было бы у него не $35 000, было бы, 22, я думаю, где-нибудь, там, 24. Моя история. Мне спроектировали, сделали геологию, мне спроектировали ленточное. Когда я обратилась к строителю, он посмотрел проект, посмотрел геологию, говорит, я не понимаю, говорит, а почему не свайно-ростверковый? Вам, говорит, это процентов 30-35 сэкономит. Я сейчас объясню, очень часто мы даже строителям объясняем и заказчикам. Ой, какой тут маркер, покрасивее. Если у вас участок ровный. По геологии типа 1,5 метра есть неровность, но искусственная там эти груды песка лежат, которые предыдущие владельцы. Неважно, суть не в этом. Если у вас участок ровный, давайте я вам в принципе три вида фундамента покажу, как они работают. Ленточный фундамент – это закопанная некая лента, да, то есть подушка, условно говоря. Для того, чтобы ее сделать, мы роем котлован, да, закапываем подушку, это наш ленточный фундамент. Он может быть железобетонный, может быть сборный. Дальше мы что делаем? Выступающая часть еще наружная есть. Дальше мы это все дело снаружи гидроизолируем, утепляем, засыпаем все это дело грунтом, песочком. Здесь то же самое. Да? Внутреннюю часть мы тоже делаем обратную засыпку, трамбуем ее послойно, да, помните, по 30-40 сантиметров. Потом делается стяжка. По стяжке, кстати, тоже расскажу. Известный косяк всех строителей. И коммуникации. Все, закопались. Соответственно, если у нас участок неровный, мы можем сделать тот же ленточный фундамент, да, просто он будет как бы, вот таким вот образом выглядеть. Вы можете сделать ленточный фундамент, а потом, когда уже там дом построили, здесь можете поиграть ландшафтом. Или оставить его, пускай торчит. Или там какую-то террасу со ступенью можете сделать. Дальше. Фундамент. Плохо рисует. Свайный ростверковый. То есть у нас есть надземная часть ростверк и подземная часть свая. То есть, да, ростверк и свая. Вот, то есть под сваей делается лунку, свая зажимается, там работает там и так далее. Если у нас ровный участок, никаких проблем. Если у нас участок неровный, у нас что получается? Свая должна быть вот здесь, и вот такой высоты ростверк у нас должен быть. Так а в чем тогда экономия? Никакой экономии. То же самое с плитным фундаментом. Если у нас ровный участок, плитный фундамент, допустим, ребрами вверх, там делается там подсыпка, грубо говоря, грунтом, и вот таким образом выглядит плитный фундамент. Корявенько рисую, не судите строго. Вот плитный фундамент. Неудобно рисовать в этом положении. Вот. На ровной площадке он возможен. Если у нас площадка неровная, как его сделать? Нет, его можно сделать.
Нет, его можно сделать на неровной площадке, я сейчас покажу как, но вопрос денег. Просто это те моменты, которые заказчики иногда не видят. Они слышали, что есть свайно-ростверковый фундамент, и все. Она, там, застройщица решила, что у нее будет свайно-ростверковый. Да? Она не видит физики, не понимает, как это работает. Если у нас неровный участок, и мы хотим сделать сплитный фундамент, мы должны сделать подпорную стену, вот это все заполнить, затрамбовать грунтом и сверху сделать наш сплитный фундамент. Ну так вот это тоже стоит денег. И денег стоит ой каких немаленьких. Получается, что на этом участке проще сделать сразу ленточный фундамент и не париться. Более того, если плитный фундамент нельзя оставлять на зиму незагруженным, то ну, такая себе стратегия. А если мы делаем ленточный фундамент, мы можем одну часть, грубо говоря, там, не присыпать, а присыпать все там по весне. Хотя инженеры против этого всего. Нельзя, говорят, да, вот машут нельзя, как бы, да. Вот. И это, опять же, возвращаясь к неровным участкам. Да? Вот если участок покупается какой-то там неровный, да, вот будьте готовы к этому всему. Там другое дело, что надо понимать, где там есть неровность на участке. Может быть, имеет смысл дом куда-то сдвинуть, выйти на какую-то ровную площадку. Но я скажу еще, что может быть. Да? У меня тут есть пунктик такой про кризис в инженерной отрасли там, с 2014 года. Кто вам делал проект? Сейчас я вам скажу, как они называются. Архитектурное решение. Вот, смотрите, ответ кроется в названии. Ребята занимаются только архитектурными решениями. У них нет навыков, знаний, компетенций проектировать фундаменты свайно-ростверковые. А ленточный он вам просто начертил, потому что дело не хитрое. Потому что дело не хитрое, вот и все. Потому что они архитектурные решения. Тоже, кстати, вот, когда вы выбираете себе проектировщика или строителя, приедьте в офис, поговорите с людьми, вообще посмотрите, кто там работает. Надо переименовывать на архитектурное бюро архитектуры. А у нас... Нет, вот, да, кстати, не дослушали. Приезжайте в офис и смотрите, кто вообще сидит у людей в офисе. Вот у нас в офисе там архитекторы, инженеры сидят, еще, ну, визуализатор дома, там она в офисе не нужна, тем не менее. То есть, да, бывает, приходишь там в архитектурное бюро, сидит один чувак и администратор. Я говорю, а кто у вас делает строительные решения? Они куда-то отдают, там что-то еще. Но мне кажется, те времена уже прошли, когда на аутсорс можно было отдавать. Почему? Потому что ну, вот мы сейчас делаем проектов очень много индивидуальных, они очень сложные все. И архитектор, когда делает планировки, фасады, она уже подходит к инженеру, и тут же они ну, вот на будущее, забегая вперед, понимают, здесь колонна, здесь перекрытие, здесь это, здесь вот это. Когда человек делает просто планировки, он этого не видит. И потом, как бы, в лучшем случае, вам отдаст фундамент. Причем, я уверен, там на фундаменте написано не проект фундамента, а план фундамента. Ну, проверьте, я думаю, там написано план фундамента. Даже не проект, они тем самым сняли с себя ответственность слова совсем. Вообще, в полном лучше смотреть. Перекрытие, план кровли. Это фасад. Нет. Ну ладно, потом покажете, да. Очень частая хохма, да, пишут не проект фундамента, а план фундамента. А план фундамента никого ни к чему не обязывает. Вот. И по большому счету... Нет, у вас типа строительный проект. Чего? Он у меня заказывал, во всяком случае, полный фарш, а как сделали? Вот, и выбирая проектировщика, да, заедьте в офис, ну, посмотрите вообще, кто там работает, как это все выглядит. Потому что очень много, говорю, 1-2 человека сидят, делают интерьеры и еще архитектурные проекты. И целая каста есть проектировщиков, которые делают архитектурные проекты только для согласования. То есть это такое на отъявись, как бы, да, нужен проект для согласования, там 300 рублей на тебе, взял проект, пошел согласовался, а дальше что с ним делать, вообще непонятно. А дальше строители берут руку, и причем есть вот эти вот люди, у которых нет компетенции проектировать, да, проектирования, не инженеры, они сеят вот эту мысль, как там написано у вас? Схема расположения ленточного фундамента. Еще, по-моему, третий вариант. Нет, строительный, я же вижу. У вас просто первая папка была архитектурный проект, я думал, это все. Не, все хорошо, там я вижу уже, все нормально. Выдыхайте. И есть целая каста прослойка проектировщиков, да, которые внушают, вот, сеют в головы застройщиков вот эту идею о том, что вам достаточно архитектурного проекта, и строитель вам хороший сам все сделает. Да нифига. Почему? Потому что, ну, во-первых, начнем с того, что... Почему они это рассказывают? Потому что они не могут сделать сам строительный проект. Они могут сделать сам только архитектурный, они говорят, ребят, вот архитектурный, говорят, а строительный, да не надо тебе, и все, на, забирай. Вот. А строитель, даже если это профессиональный строитель, он не будет никогда сам на месте ничего выдумывать. У него другие задачи, его не учили проектировать.
Строитель, даже если у него есть высшее образование, их не учат проектировать. Там есть отдельные какие-то, да, Вероника, там строители, проектировщики, да. Но те строители, которые бегают по стройкам, как бы им не надо проектировать, они не обучены этому. Поэтому, когда вам рассказывают, что строитель на месте примет какое-то решение, какое он примет решение? А какую он ответственность возьмет? Свайный? Свайный фундамент. Да, он посмотрел и сказал, вам дешевле будет свайный ростверк. Я не знаю, что они вам ленту сделали. Нет, Кусочек, потому что ровно все. А какая глубина сваи у вас? А? Какая глубина сваи вам предложили? Он что-то говорил, я не понимаю. Это была предварительная такая беседа по телефону. Забегая вперед, если вам строитель или кто-то предлагает свайно-ростверковый фундамент глубиной, там, на глубину промерзания 1,30 м, гоните его в шею сразу. Метр 30. Он какие-то большие. Вот. Но бывает, проскакивают, застройщикам говорят, типа, у вас свайный фундамент какой, а на глубину промерзания. Не работает он на глубине Он промерзания. наоборот был рад, что есть строитель. Он говорит, какая говорит, у вас проблема? У вас, говорит, взял, делай. Нет, так это же облегчает жизнь на самом деле. Вот, Меня поэтому... смутило, что можно сэкономить, то, что вот он сказал на свайно-ростверковом. Поэтому... Он посчитал? Нет, он ну, ничего еще не сделал. Вот я говорю, это было Нагрузки предварительно. собрал? А? Нагрузки Вот собрал? сейчас будем пить чай. Сейчас будем Нет, пить он спрашивал вес строения. Вот это было. вес строения. Вес спрашивал, какой будет вес. Вот это кто не по вопрос был, я не знаю. Ну ладно, он там, инженер стоит, Вероника, потом подойдите, покажите ей проект, она посмотрит. Вот, а фундамент, то, на чем действительно можно сэкономить, но нужна геология и нужен конструктор, который умеет это все рассчитывать. И, кстати, вот правильно строитель задал вопрос, дайте массу дома. Надо учитывать вот какой момент. Бывают застройщики, которые понимают, что фундамент все-таки важная штука. И говорят, полный проект не буду заказывать, закажу только архитектурный и фундамент. Так не работает. Почему? Потому что дом строится снизу вверх, а проектируется сверху вниз. То есть, когда есть планировки, инженер садится, он собирает нагрузки сверху. Крыша, там, стропила, снеговая, перекрытие, и в самом последнем конце проектируется фундамент. Если вам кто-то из проектировщиков предлагает вперед фундамент, это, скорее всего, ленточный. Другого быть не может. Вот. Ну, иногда к нам приходят там, на свое усмотрение, плитный берут еще. Это потому что там, ну, вроде как вариантов немного. А свайно-ростверковый, он только может быть в конце рассчитан, когда известна вся масса, нагрузки, как вы говорите, вес дома. Но если он именно так спросил, то вряд ли он... Я не помню, как он спросил, но как я запомнил. Я понял. Вот. Мне, кстати, тоже иногда улыбает, когда звонят строители и говорят, дайте мне нагрузки. Вы представляете, как выглядит сбор нагрузок при проектировании? У нас вот у инженеров, да, лежит вот такая тетрадка А4 формата или больше даже, да, А3 практически. И все нагрузки ручками пишутся. То есть по одному, сколько может быть листов по одному проекту нагрузок? А? Сколько? Много, на каждую колонну ты собираешь нагрузку. Нет, по одному проекту сколько листиков? 5, 10 может быть, сколько? 15 листов рукописных нагрузок собранных. Да, вот. И меня просто всегда улыбает, когда звонит какой-нибудь там проектировщик, строитель. Типа, что вы тут фундамент, дайте мне нагрузки. Что ж, дайте, иди собери. Если ты такой образованный, иди собери, попробуй сам собрать все нагрузки. 15 листов ручками посидеть, пособирать. Поэтому, и, возможно, вам и сделали ленточный, потому что не хватило компетенции. Вот. Свайно-ростверковый может быть, но с ним надо быть аккуратным, потому что интересная история была не один раз уже, когда делают геологию, я не помню, где это было, делают геологию, геологи приезжают, у них диаметр шнека, сколько там, 5 сантиметров, условно говоря. Он, если попадает в какое-то препятствие, он просто отклоняется в сторону и идет дальше. Когда, ну и все, сделали геологию, песочек, классно, хороший, сделали свайный фундамент. Вот. А потом приезжают строители бурить 70 свай. Кстати, сваи тоже, вы должны понимать, под дом граф, сколько, по-моему, там 47 свай у нас. Это небольшой дом. Да, расскажу. И когда приезжает бурить, а шнек уже 250, и он упирается в камень, и он дальше не идет. Он передвигает соседний, опять в камень, и не идет дальше, и все, и больше он не пойдет дальше. И, ну, это вот тоже такая... Можно я расскажу свою Давайте. историю, как у меня получилось? У меня участок под уклоном, и мне вот тоже сказали, рассчитали проект, что можно свайно-ростверковый, но это экономии не будет никакой. Угу. То есть, ну, как бы я решил свайно-ростверковый. У меня соседи все делают со сваями, я тоже сделаю. Надо было выбрать так, плодородный слой. Ну, я думаю, с трактористом, ну что там выбрать? Начали выбирать 1,5 метра насыпной грунт. Ну, в геологии тоже было написано насыпной грунт. А зачем тракторист вам 1,5 метра выбрал? Потому что была черная земля, насыпной грунт. Ага.
докопали до глины. Потом насыпали где-то 35 мазок песка, все это трамбовали. А потом где-то через неделю, ну думаю, надо пролить недельку хорошо, чтобы песок еще утрамбовался. Приехал трактор, начал сверлить, начинает сверлить, а там воронка метра 3 на 3 образовывается. Рассыпают. Да. Ну, это самодеятельность трактористов какая-то. У нас недавно был случай, заказчица тоже там на неровном ландшафте заказала проект. Тоже участок вот такой вот. И мы нашли место, вот здесь у вас будет подпорочка, значит, вот здесь будет стоять сплитный фундамент, да. А там тракторист стоит, вот, скучает, и вот чешутся руки, говорит, слушай, тракторист, иди, говорит, что-то поделай мне. А он, давай этот грунт тягать по участку. Зачем они это, я так и не понял. И они, короче, на пятно застройки дома у них насыпали какого-то грунта непонятного, которого не должно быть. Они потом то ли срезали его, то ли что. И вот тоже, кстати, та заказчица упиралась, мы ей до последнего говорили, слушайте, сделайте ленточный фундамент, вы не сэкономите. То, о чем я говорил, да, то есть у вас будет с одной стороны ростверк вот такой, с другой стороны вот такой ростверк. Плюс объем бетона на свае, вот ваш ленточный фундамент. Но ленточный вы поставили на неровной площадке, да, и вам уже проще. Нет, чуть ли не истерику закатила, хочу свайный, нате. Посчитали мы стоимость, у нас, как всегда, дороже получилось, пошли к одному строителю. Звонит прораб, говорит, слушайте, говорит, а я под террасу не могу сваи забить. Я говорю, почему? Я говорю, Вероники, а говорит, в валуны упираюсь. Ну, я говорю, ну я же говорил, давайте ленточный сделаем. Ну я же говорил. Нет, я не знаю, что они сделали дальше. Короче, 8 свай они не смогли на проектную глубину, грубо говоря, там пробурить. Я не знаю, что они делали. А что мне, говорит, делать? Я говорю, тебе надо делать 8 свай. Как ты их сделаешь? Я говорю, я не знаю. Я предупреждал, что на вашем участке лучше сделать ленту. Там домик маленький, там одноэтажный дом с плоской крышей. То есть там разница в деньгах не очень большая была. Но вот она придумала, что у нее будет свайно ростверковая. Она помнит, что это будет дешевле. Она уже вбила себе в голову, ее не переубедить. Вот пока в валуны не уперлись 8 свай, она была уверена, что только свайно ростверковая. Все, а дальше что они сделали, я не знаю. Ну, поскольку там под террасу, ну, может и повезет. Они, может, и оставили их упершимся, терраса, может, и сработает. Ну, хотя это тоже неправильно. Вот. И, надо прислушиваться к проектировщикам иногда тоже, потому что у нас как бы и историй всяких много, и опыта, когда и рука набита. Если мы видим, что... Тут тоже надо понимать еще какую штуку, что одно дело начертить, другое дело, как это сделать потом. Потому что очень часто там, нам даже приносят проекты другие строители на расчет строительства. Мы открываем, и я не понимаю, как это сделать. Ну, классно начерчено, да, но как это сделать физически, я не понимаю. Люди иногда рисуют арматуру, там такое количество в балке. Но это начерчено, да. Но я понимаю, что соотношение бетона и арматуры, оно неправильное. И ты так не сделаешь. Ты такую арматуру так не изогнешь. А нарисовано очень красиво. Вот. И чем хорошо, когда архитектор там, с инженером работает, еще и строитель. У нас еще и строители забегают, иногда там с инженерами спорят, ругаются, как бы, но тем не менее в споре рождается истина. Они говорят, что вот это я не сделаю по месту. Ну не сделаю я это по месту. Давай что-то другое. Покрутили, перепроектировали, на, пожалуйста. Ну так это должно работать в связке. Потому что если строителю попадается какой-то нереализуемый узел, да, либо он его сделает неправильно, либо он сделает как-то по-своему. И вопрос, на ком потом будет ответственность лежать за это принятое решение. Вот. И тут как бы хорошо, когда в компании есть связка проектировщик, там, архитектор, конструктор и строитель. Тогда прям вообще вы, можно сказать, в безопасности. Вот. В конце концов, можно потом всегда прийти сказать к этому строителю, ты напроектировал, да, вот теперь бери и строй. И все, и тогда по-другому это работает. Это вопрос к тому, что чертежи это одно, а есть еще момент реализации. И не всегда то, что начерчено, можно реализовать. И, во-первых, потому что и руки кривые бывают у строителей, ну тоже не надо забывать, да. А во-вторых, как бы, иногда в поле, когда проект на чертежах, окей, да, когда выходишь в поле на площадку, там какая-то ситуация может измениться. Мы когда КАРО строили, у нас по геологии был плитный фундамент. Да, но мы приехали на площадку, я понимаю, что плитный фундамент находится на уровне минус метр от дороги. То есть можно было бы его сделать, но он бы стоял, как все дома, в яме. И при каждом ливне у него смывало бы там абсолютно все. Мы с заказчиком приняли решение сделать подпорную стену вот эту. Но мы сначала сделали сразу ленточный фундамент. Да, и пока строилась коробка, делали подпорную стену и засыпали, потом параллельно выравнивали весь участок. Мы его выровняли, а все остальные соседи остались ниже уровня дороги. И вот сосед слева сделал себе ландшафтный дизайн.
Ландшафтный дизайн прожил там недельки 2 до первого ливня. То есть пошел ливень и просто смыл весь этот ландшафтный дизайн просто вот так вот. И больше нет ландшафтного дизайна. Вот. Я к тому, что ну, на местах иногда строитель грамотный с опытом действительно может принять какое-то решение. Просто хорошо бы эти решения, они звонили Веронике и согласовывали. Вот это вообще прям идеальный вариант. Вот. А потом, потому что бывает история, когда звонит заказчик, говорит, а вот мне строитель уже сделал, а нам сказать забыли. А что мы сделаем уже? Ну, это же без нас. По поводу фундаментов. Известная хохма, самая частая ошибка строителей, мне тут сейчас задали. Во-первых, когда делается фундамент, ну, допустим, там, да, уже на этапе фундамента, пускай это будет ленточный, кривенький, да, уже на этапе фундамента мы должны закладывать коммуникации под полом первого этажа. То есть все думают, что коммуникации это где-то потом. Нет, это уже на этапе фундамента. То есть если это плитный фундамент, это вообще в теле закладывается. Вот наша плита, да, условно говоря. То есть все коммуникации, там, канализация и так далее, они закладываются уже в теле. То есть лежит первый слой арматуры, трубы, условно говоря, там, да, в теле, либо под каркасом. Поэтому, когда вам говорят проектировщики или кто-то думает из застройщиков, что сеть это где-то потом, нет, сеть это уже здесь. Вот. И если это ленточный фундамент, то же самое. Мы сделали обратную засыпку, допустим, да, вот потом под этот уровень вышли. Здесь потом роются траншеи, уже в уплотненном грунте роются траншеи, закладываются коммуникации, и потом заливается стяжка. Вот так это правильно делается. Поэтому сети, ну, лучше брать сразу. А теперь про стяжку. Что это такая неустойчивая такая? Теперь про стяжку. Самое, я не знаю, то ли от лени строителей, то ли от чего. Очень частая ошибка. У нас в проектах, если это наша стена фундамента, да, пускай здесь будет вторая стена фундамента, в разрезе. Мы проектируем, стяжка по грунту называется, по грунту, еще кто-то называет его плавающей. Да, то есть она делается вот таким образом. Вот до сюда у нас засыпается песок, там трамбуется, да, и стяжка заливается вот таким вот образом. То есть коммуникации там и так далее, в уровень, допустим, там плюс-минус, неважно. Строители очень часто, потому что им тупо лень заниматься вот этим послойным трамбованием, они что делают? Они досыпают до верха грунт и стяжку заливают вот так. И это пипец как неправильно. Это другая вообще, она вообще по-другому работает. То есть что может произойти, условно говоря, ваша эта стяжка может, как-то так правильно, может, да, прогнуться, грубо говоря, потому что на другой рассчитана. В этом месте она будет отрываться от этой части. Это не, то есть так можно сделать, но это другая схема армирования должна быть. А строители, потому что их не учили, они это не понимают. И лупят вот так вот. А потом мы приезжаем на обследование, вот я недавно где-то ролик был, и у заказчицы вот так вот трещинки идут по всему. И все думают, что они осадочные, а нет, это вот они от этого. А еще другую марку бетона они залили туда. Там прям видно, там другой цвет, как бы. Вот и все. Так что, очень важный момент, на самом деле, у кого там в проектах вот эти стяжки, обратите внимание и строителям скажите, чтобы они даже не думали так делать, потому что это неправильно. А это прям сплошь и рядом. Почему? Потому что им тупо лень брать в аренду эту машинку, которая трамбует. Потому что каждый слой надо затрамбовать, да, кусок работы. Ну а как вы хотели? Вы когда строителями назвались, вы что-то имели в виду, как бы, да, что-то умеете, у вас какие-то навыки есть там и так далее. Вот. По сетям я сказал, которые тоже закладываются туда. Есть еще, опять же, строители, я не знаю, уловка, не уловка, они делают смету, я уже про это говорил, и не считают вот эту стяжку. Тем самым они занижают стоимость там, для вас. Заказчики на это ведутся и делают. Но потом по факту растут стены, а пола нет. Потом перекрытие уже ставить, допустим, ладно, пускай деревянное. А если перекрытие монолитное, то стойки не на что опереть, потому что у нас внизу рыхлый песок. То есть, цепочка событий, да, то есть не сделали пол, продешевили, а когда дошли до перекрытия, опа, стойки не на что опереть. Это хорошо, если перекрытие там деревянной балки или плиты перекрытия, тогда можно выкрутиться. Так, по фундаменту поговорили вроде как. И фундамент, опять же, рекомендация, кто будет строиться дома, там, допустим, не с нами, там, по нашему проекту, если не уверены в строителях, заказывайте технический надзор. Он стоит недорого, как бы, да, но приедет человек и проверит вообще, насколько действия строителей соответствуют проектным решениям. Потому что, застройщики, как бы, думают, что все строители одинаковые. Нет, не все одинаковые. Очень много строителей, которые выполняют тяжелый физический, как бы, труд, но они не понимают физику явлений. То есть вот тот же пример со стяжкой. Это так не, а он даже не понимает, почему. Да? И я к чему?
закажите технадзор, приехал человек, открыл чертеж, проверил, правильно, неправильно. Мы вот в этом году делали, пошел к заказчику, там, к одному известному строителю, да, и, ну, он ушел к нему, потому что дешевле, но понимает, что вот тут страшно, ну, страшно. Он заказал технадзор. Приехал наш Миша, и там журнальчик нашел, да, замечание, вот это и вот это. Все исправили, все сделали, ну, вроде все хорошо. А потом этот же заказчик пришел к нам, крышу еще плоскую у нас заказал. Потому что там дешевле, но крышу плоскую сделать неправильно страшновато. И он пришел к нам, заказал. Вот в итоге получается, что там было дешевле? Кладка стен. Потому что, ну, заплатил за проект, пошел к другим строителям, потому что дешевле. Но заплатил нам за технадзор, вот, крышу сделал где-то там, но покрытие заказывал у нас. Суммарно, я думаю, что те же деньги получились. А так бы в одном месте обслуживался, и окна, по-моему, у нас заказал, если я правильно помню. Вот. Заказывайте технадзор. Это не какие-то космические деньги, просто, как правило, вот обследованием тоже занимаемся, да, то есть, как правило, когда в домах появляются какие-то трещины там, под окном, над окном, под перемычкой, в 80% случаев это все виноват фундамент. То есть из-за неправильного фундамента, как правило, вот эти все трещины начинают куда-то ползти. Причем даже есть методичка целая, то есть есть фотографии, там начерчены трещины, то есть если трещина идет под углом 45 градусов, это вот это. То есть это ж все уже прописано. Если трещина идет там из-под окна вертикально, это вот эта причина. Там есть методичка целая, у инженеров лежит. И когда обследование происходит, как бы, да, вот мы сейчас ездили, кто, опять же, в Инстаграме видел, двухэтажный дом строили по нашему проекту. Ребята внесли изменения в проект, строители. Ну, она видит, что провисают перемычки. Да. Мы приехали, замерили, действительно, там была проектная, сколько там, 60 суммарно, там 35 плюс завязано с монолитным поясом. Ребята оторвали от монолитного пояса, она получилась 19 на 22, по-моему. И она вот визуально, она провисает. Ну, и вот кто что сэкономил, я не понимаю. И ей страшно. Она заплатила за проект. Ребята типа сэкономили, ребят нету, все, ребята сдулись сразу. Я спрашиваю, а где строители? Не, их уже нету, не ищите. Вот, заплатила за обследование. Сейчас она нам заплатила за то, что мы эти провисшие перемычки подперли на зиму, потому что мы их зимой сейчас не будем. Весной она нам заплатит за то, что мы эти перемычки приедем усилим. И, наверное, будет заказывать у нас плоскую крышу и дальше окна, потому что понимает уже, что, наверное, рисковать не стоит. Вот. Вопрос, сколько она там сэкономила? Ну, вот большой вопрос. Ну и сваи у нее. Я это не снимал, вернее, кусочек снял, но цель обследования была не фундамент, а перемычки. И мы потом, когда уезжали, я обратил внимание, что какой-то странный фундамент. Выяснилось, что по проекту был ленточный, а строители по месту приняли решение делать свайно-ростверковый. А на мой вопрос, а где свая, какая глубина, какой шаг сваи, какой диаметр, какое армирование, да, я не знаю, и никто не знает, потому что ребят уже нет. И она к нам обратилась сейчас за крышей, да, мы сделали обследование по перемычкам, а сейчас она всю зиму будет переживать, что у нее с фундаментом. Потому что я ей говорил, давайте крышу сейчас сделаем. Она говорит, нет, подождем весны, потому что я не знаю, как фундамент себя повезет. Сейчас она будет всю зиму ждать неприятностей с фундамента. Ну, хорошо, если все хорошо. Вот. И там уже у нее были вот эти трещины, потому что они положили сверху, стяжку положили сверху, не рядом, а именно сверху. И у нее уже пошли трещины, еще марка бетона была. То есть целая цепочка событий, женщина причем строится одна, я не знаю, там муж вроде есть, почему он не занимается, не контролирует. Вот. Ну, мне в таких случаях заказчиков всегда жалко. То есть вот хочется найти этих строителей и сказать, блин, ну как так-то. Вот. А ребята вообще не парятся. И просто таких людей не надо называть строителями, называйте, как я говорю, себя разнорабочими, тогда к вам меньше претензий будет. Приехал, там лопатой помахал, криво-косо, как, ну, что с меня возьмешь? Ну тогда и деньги бери, не как строитель, да, а как разнорабочий. Так, по фундаментам понятно. С фундаментами не шутите. Давайте дальше по конструкции дома пробегусь. И буду, наверное, Алексею уступать скоро место. А то Алексей уже боится, что карточка закончится, я его не поснимаю. Ну, кстати, с Алексеем на Ютубе целый час интервью есть. Интересное получилось. Кто не видел, зайдите, посмотрите. По отоплению очень много вопросов раскрывается. По стенам я уже говорил. То есть, ну, у нас два варианта: каменные и деревянные. По большому счету я бы не экспериментировал, строил бы каменный дом. Вопрос выбора блоков. Но мы последние годы строим только с керамзитобетона. И проектируем, как правило, если это типовые проекты какие-то, мы проектируем, как правило, с керамзитобетона. Кто-то меняет. Но там цена вопроса не огромная. В масштабе всего дома там, может, разница на блоках там, 1005 рублей набежит. Ну, то есть что-то такое. Другое дело, что, допустим, когда мы в Лунинце дом строили, там по логистике дешевле было, конечно, местный там газосиликат привезти. Но заказчик захотел
керамзитобетон, и мы за доставку керамзитобетона из Минска, с Новолукомля в Лунинец, по-моему, что-то 9 или 10 тысяч рублей только дали только за доставку. Ну, дороговато. То есть в таких случаях, там, когда логистика говорит о том, что керамзитобетон привезти дорого, как бы, ну, может, и не надо психовать. Но, с другой стороны, один раз привезли, как бы, сделали, и все, и забыли. И не переживайте. Дальше, по перекрытиям. Это забегая вперед, рассказываю, там, какие возможны варианты, какие дешевле, какие дороже. По стенам, по большому счету, все примерно одинаково будет стоить. Блоки эти, повторюсь, этап возведения стен – это самое дешевое. Поэтому, если там где-то какая-то разница набегает, ну, не надо на нее там сильно там обращать внимание. Вот, перекрытие дальше. 3 типа перекрытия. Деревянные балки, железобетонные, которые заливаются, да, на месте, очень часто в наших проектах встречаются, и плиты перекрытия, которые укладываются. Очень многие думают, что деревянные балки – это прям самый дешевый вариант. Это может быть дешевым вариантом, если наш домик, вот, например, такой конфигурации, прямоугольный какой-то, там внутри есть несущая стенка, и наши балки будут там по 4, там, по 5, по 6 метров с пролетом. Допускаю, но, опять же, не все понимают весь пирог в целом. То есть, если мы говорим про деревянные балки, вот, допустим, наша деревянная балка, да, вторая, давайте для наглядности вторую нарисую. Вот наша деревянная балка, ну это в разрезе получается, да, значит, ну, все считают деревянные балки, посчитали деревянные балки, мне дешевле, я их сам подниму, сам положу, но все забывают, что деревянные балки ложатся на тот же монолитный пояс, он никуда не девается, да, то есть если это наша стена, там, да, то деревянная балка ложится на тот же монолитный пояс, то есть здесь то же самое, да. Почему-то этот момент никто не считает, то есть все думают, что балки там можно положить прямо на блоки, не, нельзя. Гидроизоляция. Обязательно должна быть гидроизоляция. Дальше, если это дом одноэтажный, ну или с мансардой, пускай даже там дальше идет крыша у нас, да, то, ну, допустим, мы положили балки. Дальше что? У нас между балками пространство, его надо заполнить. Что мы делаем? Черепной брусок раз, черепной брусок два, саморезиками сюда. Дальше черновая доска укладывается у нас. Дальше сюда у нас укладывается пленочка. Дальше в эту пленочку у нас укладывается утеплитель. Но у нас при этом нет пола чердака. Что мы делаем? Слой дощечки укладываем. При этом у нас еще нет потолка на первом этаже, правильно? Что мы делаем? Гипсокартон подвешиваем. Вот это все вместе посчитать в одноэтажном доме, так может проще положить на тот же монолитный пояс, да, вот у нас монолитный пояс, один и второй, плиту перекрытия, тогда у нас есть и пол чердака, и какой-никакой потолок, там, который можно потом натяжным сделать там, или, не знаю, там же гипсокартон. Потому что в деревянных конструкциях я бы натяжной потолок не рекомендовал рассматривать. Почему? Потому что очень много воздушных проходов там будет у вас, да, и когда вы откроете окошко, у вас будет эффект всасывания. Ваш подвесной потолок, он просто, ну, да. Вот был ровненький, а он вот так вот сделает, он будет всасываться. Вот. Просто когда перекрытие там железобетонное либо плиты, там меньше этих отверстий. А в деревянных конструкциях, скорее всего, так и будет. Поэтому рассчитывайте на то, что будет, скорее всего, у вас гипсокартон. А гипсокартон, те же 100 метров, ну это тоже недешево. А железобетонное перекрытие там еще проще делается. Вот ваш блок. На него укладывается, грубо говоря, там какой-то зубчик, и дальше пошло перекрытие. Мы, как проектировщики, любим этот момент, и строители его любят. С ним, на самом деле, когда есть многоразовая опалубка, с ним возиться как бы вообще ничего не надо. То есть поставили опалубку, залили и забыли. Ну, армирование там, соответственно, все. Плиты дешевле, но, опять же, они дешевле на этапе общестроительных работ. Вот. Когда дело дойдет до отделки, я думаю, что примерно все сэкономленные деньги вы отдадите туда. Почему? Потому что неровности, там, конопатка, заделывание, да, там, и так далее, и так далее, и так далее. Более того, все равно останутся какие-то монолитные куски. Ну, у вас одноэтажный, допустим, не будет. Если дом двухэтажный, у нас, как правило, там перекрытие монолитное, сколько там, 18-20 сантиметров сечения. Плита перекрытия, она по сечению 22 сантиметра. И то, если ровная. Получается, если мы частично заливаем перекрытие, частично закрываем плитами, то сечение мы увеличиваем с 18 до 22 сантиметров. Если рядом у нас лежит монолит, правильно? Вот и в чем экономия. Сэкономили на плитах, а деньги отдали на больший слой бетона. Ну и плюс там эти конструкции, когда они там, ну, надо еще понимать, как они сопрягаться здесь будут, то есть, и так далее. Поэтому если дом одноэтажный, небольшой конфигурации, в принципе, деревянные балки, ну, могут быть. Но имейте в виду, что это не все так дешево, как кажется на самом деле. Вот. У нас был заказчик, мы строили дом Лора
в старом селе. Маленький домик, там что-то 90 квадратов. Но он из принципа сказал, типа, что я хочу железобетонное перекрытие. Еще, кстати, одна хохма про железобетонное перекрытие и деревянные балки. Тоже про нее мало кто думает, даже строители. Приходит заказчик и говорит, я не хочу у вас в проекте железобетон, а я хочу деревянные балки. Я говорю, ну давай порассуждаем. Стена, блок наш, допустим, да? Монолитный пояс мы заливаем, допустим, там, да, под там, деревянную балку. Монолитный пояс. Дальше мы ложим деревянную балку. Да? Но нам надо каким-то образом муэрлат прикрепить сюда. То есть мы делаем что еще? Между балками заливаем еще один монолитный пояс, либо там какие-то простенки могут устанавливаться, либо блоками закладывать. Монолитный пояс, и в него мы цепляем муэрлат. Ну, такое себе, да? А если бы у нас было железобетонное перекрытие, мы делаем очень просто. Вот наш блок. Все. Шпилька залита. Все. Ну, и первый вариант, который был, он кажется дешевле, но по факту, когда просуммируете монтаж-демонтаж опалубки 2 раза, вот этот вариант будет самый экономичный. Но просто не у всех строителей есть опалубка, и, как правило, монтаж крыши, допустим, отдают плотникам. Но, опять же, это вот минус, когда вы заказываете не в компании, а у бригад. Вот вроде сделали перекрытие, бригаду отпустили. Потом приходит кровельщик и говорит, а где муэрлат? А где монолитный пояс? А кто это будет делать? И ищется какая-то промежуточная бригада, потому что большая не возьмется маленький объем, ну и так далее, и так далее, и так далее. По-моему, доступно объяснил. Вот, поэтому, если дом большой, вот как у Вячеслав мне показал, там Гаргара такая будет, да, там, как вариант, вообще можно, кстати, потолки сделать скатные, если это будет не плоская крыша. Вот. Если плоская, я бы железобетоном, может быть, плиты. Ну да, плиты, там, если по размерам получится, может быть, плиты положить. Вот. По крышам дальше. Очень часто в последнее время спрашивают, мы увидели, что мы плоскими крышами тут начали промышлять активно. Как бы, да, в последнее время очень часто используются плоские крыши. И в наших проектах, и в других проектах. И хочу всех успокоить, не надо их бояться. Плоские крыши это как бы нормально. Если это все правильно сделано, если это все сделано по технологии, если это делали люди специально обученные, там никаких не будет ни протечек, там ничего. Потому, ну, если бы меня спросили лет 15 назад, я бы сказал тоже как-то, ну, поосторожней с плоскими крышами, да, потому что тогда специалистов, тогда опыта особо не было. Сейчас вроде как есть как бы уже и компании специальные, которые занимаются только плоскими крышами. Сейчас мы уже руку набили на этом, да, уже 2 технологии освоили. Потому что, ну, опять же, у нас заказывают проекты с плоскими крышами, потом самый вопрос, а кто это сделает. Ну, нам пришлось обучиться, как бы теперь мы сами делаем плоские крыши. Причем по 2 разным технологиям. То есть намазываемая, как она, итальянская мастика называется, но там нужна стяжка. Тоже, кстати, кто-то спрашивал недавно, почему сейчас мы делаем не намазываемой вот этой вот герметиком, потому что там нужна стяжка. То есть железобетонное перекрытие, на него укладывается утеплитель, сверху делается стяжка, и стяжка уже гидроизолируется. В такую погоду делать стяжку, ну, не представляется возможным просто, вот и все. Поэтому мы сейчас сделали 2 крыши, сейчас делаем, одну закончили, сейчас еще одну заканчиваем. Там у нас с технониколевский пенополистирол экструзированный. Почему из России везут? Потому что там клиновидные под нас изготавливают эти маты, они там с наклоном, чтобы разоклонка была. Они привозят сюда комплект, укладываются, и сверху делается уже мембрана. Ну, мембрану я немножко меньше люблю в том плане, что по ней, когда идешь, она такая шатается, болтается. Ну, она такая немножко стрёмно, но тем не менее. Все, и в такую погоду можно делать плоские крыши на раз, вообще без всяких проблем. И гарантия на плоские крыши дается достаточно большая. По-моему, на итальянскую эту 15 лет и 50, только вот я не помню, что на работы, что на материал. По-моему, 50 на материал и 15 на работы. То есть, грубо говоря, если там у вас плоская крыша, у вас есть гарантия, если что-то, не дай бог, с ней произошло, позвонили, к вам приехали, по гарантии все сделали. Вот. И то, о чем я говорил, меня тут инженеры за это ругают, но все-таки я настаиваю на том, что плоские крыши не надо чистить. Есть, да, в строительных нормах там, но немножко поясню. Самостоятельно не надо чистить плоские крыши, если уж на то пошло. В плоских крышах делается прогревочный кабель в местах воронок, и, как правило, это все проблемы уводит. Потому что если нет прогревочного кабеля, на выводе с крыши в момент перехода в водосточку наледь образовывается, потом эта наледь превращается в пробку,
И там уже она растет, 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 приобретает свою массу, и тогда проблемы. И тогда мужик с лопатой залазит и пытается шуфлем там эту счистить. И вот этим шуфлем прям пробивает на плоскую крышу, как бы, и там начинаются все проблемы. Был случай в каком-то жилом комплексе, там плоские крыши были, у кого-то на последнем этаже течет квартира. Ну вот течет и все плоское, не могли понять, что. Выяснилось, у них была рулонная, Технониколевская, наверное, там и так далее. То есть там целое расследование провели. Все обошли, ну не должна течь, она течет. Оказывается, когда в день монтажа вот этих рулонов был сильный ветер, и строитель раскатывает, его ветром поднимает и там шлепает по лицу. Бесит его, взял на гвоздик, наживил просто, чтобы не болталось. И вот в месте, где вот на гвоздик приживил, капает прям, капает и капает и капает и капает. Ну, потом нашли, загерметизировали, как бы все в порядке было. Вот, так что плоских крыш бояться не надо. Если что, мы делаем, мы проектируем, как бы, и сейчас вот еще одну закончим, тоже поеду поснимаю, покажу. Дом Амика, кстати. У вас Амика вторая, да? Да. Вот, мы сейчас на второй Амику делаем. Крыши. В смысле с крыши? Откуда у вас там крыша взялась? Ну, уже сделано. Уже сделано. В смысле, я думал, вы крышу там сделали. Нет. Вот. А какое покрытие сделали? Big Polycrete, как в проекте. Вот. Вот поедем поснимаем плоские крыши.